Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Всем привет! Вы на канале Польза.нет стримы. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Сегодня я буду рассказывать вам о Poco X6 Pro, притом не рассказывать, у меня было много обзоров на него, много сравнений. У него есть свои плюсы, свои минусы, как у любого другого устройства. Но главное для вас не это, главное для вас то, что таким же образом, как сегодня я гонял недавно для вас S24 Ultra, вчера конкретно 4,5 часа он выжил. И выжил он довольно эффективно и эффектно в Diablo на максимальных настройках. То же самое мы проверим сейчас на Poco X6 Pro. Дополнительно никакими программами грузить я его не буду. Всем, кому интересно, чтобы я в том же темпе, таким же образом, в одной и той же программе, может быть, когда-нибудь, не когда-нибудь, а потом прожарки, когда я делаю тесты на, допустим, Antutu. Вот сейчас я обновил на него прошивку, провел Antutu, и он показал у меня, сейчас он покажет, 1 миллион почти 400 тысяч баллов. Вот, то же самое я буду совмещать с обзором, как сейчас, прожарка в ноль, но, опять же, зависит от вас. Если делать, то пишите в комментариях. Если не делать, не пишите в комментариях. Кому хочется, может подписаться на канал скидок, за это скажу огромное спасибо. Кто хочет, может кинуть донат, но стрим будет, скорее всего, мной проводиться при любом раскладе каждый раз, когда будет более-менее интересный смартфон. Из планов, помимо Poco X6 Pro, CMF, может быть Phone 1, скорее всего Honor 200, скорее всего Puro 70 Pro. В той же игре я могу играть в Diablo 5 часов, я себя уже протестировал. Да, это не так просто, но сейчас мне идет суммарно 17 телефонов. И пока, скорее всего, завтра-послезавтра придет айкушка, вот тогда уже, может быть, будет что-то смещаться. Пока у меня сейчас желание и время, я хочу попробовать такой вот формат. iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus, 16 Pro Max я, разумеется, куплю. И если вам будет интересно, таким же способом я их протестирую. Я и 15 Pro Max могу также протестировать. И 15 Plus, и еще много всего. Как говорится, все зависит от вас. Будете приходить, будете ставить лайки, писать комменты. Как бы вы ни относились к моему контенту, вам стоит принять, что больше это никто не делает, всем лень. То есть всем лень. Хотя они могут собирать большее количество людей в онлайне, хотя они могут более интересно рассказывать. А большинству техноблогеров опускаться до уровня тестирования в онлайне не хочется. Надеюсь, что вы их тоже будете призывать, и вы будете видеть не только Diablo у меня, у кого-то PUBG New State, кто-то будет гонять смартфоны, которые я никогда не куплю, допустим, фолды те же огромные за космические деньги. Вот, и суммарно мы дадим вам полную информацию о рынке. Но, опять же, гиревой спорт. Не для чего, потому что я решил сделать прожарки в ноль. Это значит, что у него сейчас 100% заряда. Я беру Diablo Immortals и играю нон-стопом в течение 4-5 часов. Я не знаю, ваши ставки, сколько он выживет. Только не совсем я правильно зашел. Я сейчас покажу, во-первых, прошивку. Во-вторых, все закрою. Что вчера я обновил на последнюю 10. Вот смотрите. О телефоне. Вот. Самая последняя прошивка 10.0. Так, это, по-моему, у меня стоит ручной режим. Сейчас я ISO выставлю, чтобы вам видно было. Все в ручном режиме, все ручками. Так, что-то не туда ISO идет. Вот, вот, почти. Что, он на 80 даже не видит, что ли? Очень странные дела. 5 секунд. И... Blacklight. Вот SP. Вот SP. Ну, в общем, вот так. 5 секунд. Не понимаю, почему он на ISO не реагирует. Ну, ладно. Последняя прошивка. И на этой последней прошивке, да, получилось. Мы будем с вами гонять его в PUBG New State, не в PUBG New State, в Diablo Immortals. Diablo Immortals игра, которая вечная, в нее можно долбиться по полной программе. Насколько она тяжелая, нам показал вчера великий ужасный. Так, NFC надо отключить, наверное, чтобы он у меня не срабатывал. 5 секунд. Так, неинтересно. Сейчас отключу все оповещения, чтобы нам не беспокоили нас.
Идея ясна. В это время я могу отвечать вам на какие-то вопросы. Чаще всего, конечно, на ваши вопросы я буду отвечать ответом. Посмотрите, пожалуйста, обзор. Основной канал Польза.нет. Я практически на все, что интересно, делаю обзоры. Почему? Потому что, повторяюсь, мой контент не связан с моей личностью, он связан с железками, которые я выбираю для того, чтобы купить, и вам о них рассказать. У меня один поисковый объем, то есть люди ищут железку, видят 50 обзоров и смотрят в том числе мой. А так как я делаю на много железок подобный обзор, то, соответственно, получается неплохо. Игровой центр. Захожу через игровой центр. Здесь у меня турборежим включен. Ладно, убираю я эти NFC-шные темы, чтобы он мне ничего не писал. И профиль. Так, в супер игрок пойти. Через Google зайдем. Я прочитал. Войти через Google. Нет, я не хочу в Твиче ничего делать. Так, игровой центр. А зачем он мне нужен? Так. Это не то. Это геймбуста. Мне надо геймбуста. Ускорение игр. Давно я не рубился в них. Начать игру. Все, ускорение выставляем на максимум. Сейчас я, когда зайдем, покажу. Wild Boost стоит. АИ. Улучшение качества изображения яркое. Расширенные настройки. Высокое качество. Давайте сбалансированно даже. Потому что у меня там в игре и так высокое качество. Дополнительно все. Улучшение изображения все. Улучшение изображения все. Так. И начать игру. Все. Какие еще есть предложения? Что еще делать? Не буду я выводить через меню разработчика FPS. Почему? Потому что будет играть не так удобно. Я не смогу вам сказать, сколько у меня FPS. Вы увидите и так, будет он фризить или нет. Потому что картинка будет вот такой. И максимально комплементарно. Сложно не заметить, хорошо или плохо что-то. Понимаете? Так, это я ISO выставляю. Все. О, а что с ним? С ним что-то не то. Притом Diablo я вчера запускал на нем спокойно. Так, окей. Попытка номер раз на Поко не увенчалась успехом. Но я его запускал без геймбустера. Наверное, придется без геймбустера запускать его. Поко, вот для чего я хотел показать на Поко, как это работает. Так, что с ним? Всего 2 штуки включены. Но ему плохо. Давайте, манипуляции вы будете все видеть мои. Не успел. Короче. Ага, уже заблокировался, отлично. Вот чем отличаются флагманы от них. Только хейтеры, пожалуйста, я люблю Поко. Я его советую. Это лучший смартфон до 20 тысяч. Глюки могут быть, видите? Все. Все, захожу спокойно через черт знает что. Самса, сколько продержался, посмотрите на канале для стримов. Вы такой простой, я для чего делаю эти ролики? Для того, чтобы вы приходили и смотрели, хотя бы просмотр засчитался, чтобы. Или вы написали в комментах: о, спасибо. Вообще. Это типа просиди 5 часов, а потом расскажи нам, что у тебя получилось. Нет. 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 Так это не работает. Только если в обзоре. Нет, я же не говорю, что этого не бывает. Это просто к вопросу, когда мне говорят, что ты Huawei хейтишь, еще что-то. Нет, просто люди забывают, что идеальных смартфонов не бывает. Есть только компромиссы. Так, очень высокое. Все, качество высокое везде. Запоминаем, что 100%. А чего тут запоминать? Запоминаем, и видите, он еще в режиме буста у меня. То есть мало того, что геймбустер, еще и для аккумулятора стоит буст. И wildlife, и улучшение. Давайте без улучшения. Нету. Ну, потому что это нечестно. Мы там в этом не включали. Wild Boost просто включаем, и все. Потому что мы не врубали улучшение изображения на Samsung.
но могло быть. Напоминаю, что... Так, редкий глиф. Я сегодня ночью даже играл. Я говорю, перед этим стримом я уже тестировал смартфон для того, чтобы понять, что я не включу его, он не вырубится. Скоро выйдет. Есть у меня Black Shark X4. Я их на позапрошлой за распродажу купил. Сегодня будет, кстати, нестандартный контент. Я думаю, вам понравится еще... Когда? Еще 3 месяца назад я купил самокат. Вот. Не забываем прожать лайк все, кто пришли. Огромное спасибо за просмотр. Повторяю, что это нам будет полезно. Вот такие моменты. Так, редкий глиф доступен. Ладно. Пока попрыгаем. Резера, ну, вы можете смотреть, можете не смотреть, можете общаться со мной, можете не общаться. Единственное, прошу подписаться на канал с колоколом и оставить потом под стримом обзор, под стримом коммент, чтобы я продолжал. Потому что в эти 5 часов я могу делать другие обзоры, вы же понимаете? Так, почему редкий глиф я не могу? Ну-ка, а почему я не могу его добавить? Да и пошли они в топку тогда. Я тогда туда не пойду. Режим ад у меня. Так. Тропа ужаса. Отплывайте в забытое море и найдите камень. Все, в забытое море мне надо уплыть. Я, кстати, уже плавал в нем вчера. Алексей, вам спасибо. Еще раз повторяюсь, как бы вы ни относились ко мне лично, мой контент, он направлен исключительно на то... Так, забытое море. Войти. Шангарское море, наверное. Передвижение. Какое море? В какое-то море мне надо. Месса. Площадь. Волчьи врата. Я, по-моему, плыл вот на этом корабле, и у меня уже кончился заряд вчера. Нет, это не то. Я вернулся, получается, что ли? Доки. Войти. Ну, давайте на остров какой-нибудь там. Хайпер выйдет с OS 15. Горят. Вот когда выйдет, тогда выйдет. Я больше всего не люблю балабольство. Балабольствовать прямым текстом — это когда ты обманываешь по поводу... Так, стоп, паромщик. Ага. И куда дальше? Угу. То есть все-таки сюда надо опять. Опять я не туда поплыл. Нет, туда. Все, зашибись. То есть мне надо было переплыть куда-то и потом там телепортнуться. Все. Играю по линейке, потому что мне было интересно, еще все говорят, что в Diablo Immortal без донатов не пройти. Вот мне кажется, что пройти. Ладно, что здесь? Разрушитель. Турель. Так, и, разумеется, у меня люксометр здесь, это здесь. Я не хочу играть в Геншин. Потому что, смотрите, во-первых, тут задумка какая? Задумка, чтобы я мог играть 5 часов, в Геншин я 5 часов не отыграю. Вот просто, я говорю, попросите, может, народ помоложе, мне с ракет, я могу в нее поиграть 2 часа, но не 5. А я хочу в одной игре четко вот играть пока. Алексей, ну, S24 Ultra в минималке на Авито 80-85, поэтому абсолютно адекватно, учитывая твои зарплаты, если у тебя нет там кучу ипотек и 5 детей, то почему не купить что-то топовое? Так, тихо, что-то я бы вскрыл. Да, смысла нет, ну ладно. По идее, можно бегать, долбиться, но смысла вот в линейке долбиться, когда ты уже так прокачан, а я имею прокачанного персонажа, нет никакого. То есть только тратить время. Сказал я и потом начал долбиться с кем-то, да? Скоро будет на Black Shark обзор. Как у него вибра?
Обычная вибра смартфона за 20 тысяч. Ничего супер плохого, ничего супер хорошего нет в нем. Алексей, Константин, Red Naomi, привет. Red Naomi, в этом-то и смысл, что до этого я прожарки делал не в ноль. Потому что может быть реально разное потребление энергии. И утрированно через час у тебя может не падать яркость до 500, там, до 300 люксов, а через 2 часа он может у тебя просто навернуться. То есть понятно, что, ну, мне скажут, что смартфоны не рассчитаны на то, чтобы играть, но мне кажется, в Poco X6 Pro максимально все это дело продумано. 1 миллион 400 тысяч баллов Antutu. Я сейчас вам объясню еще в чем идея. То есть мы вчера гоняли S24 Ultra, вот он. А сегодня гоняем, ну, утрированный эконом-класс. И... Так, стоп. Почему прервано перемещение? Что в итоге я вернулся, да, чтобы все-таки пройти. Вот я уже катался по этой штуке. 11.04 начало. Спасибо, Константин. Валу, ну не 250 вечно зеленых. Он, получается, стоит 200 баксов, 210. 210, 220. Объективно, потому что на распродажах он чаще всего 20 тысяч. 20 тысяч это 200 долларов. Ну, 220 максимум. Может быть, на что-то будет скидка побольше. Я говорю, те, кто, допустим, ругались, почему я делаю обзор на Huawei, ну, посмотрите сейчас цены на него. 43 тысячи 70 и 55 тысяч 70 Pro. Разве вам от этого плохо? Люди, которые собирались брать Huawei, вы вместо того, чтобы ругаться на меня, написали бы: Саня, спасибо, что сделал обзор. Потому что я клянусь вам, любая информация в интернете, даже ваш комментарий в форуме, если вы купили смартфон, влияет на цену. То есть все это мониторится, все это анализируется. И чем больше вопросов к девайсу, тем он дешевле. Вот. Поэтому прошу вас отнестись с пониманием и с желанием того, чтобы максимальное количество людей как раз делало реальный обзор. Хорошо, что вас это не волнует. Хорошо, что у вас другие потребности. Вы любите эти смартфоны без андроида, которые на андроиде 12. Опа. Воскреснут на месте смерти. Было неудачно, да? Но выигрывают все. В первую очередь, ладно, не все, выигрывают покупатели. Если вы покупатель, а не продавец, поддерживайте канал. А я буду поддерживать низкие ценники на ваши железки. Стараться. Так, что происходит тут? Теперь обратно, что ли? Босс-то там. Теперь сюда. В трюм. Ей. Так, наверное, ISO надо приподнять, да? Или нет? Приподнять чуть-чуть можно. Да, там человек Magic 6 Pro уже продавал на прошлом стриме. Я говорю, а почему он лучше? Потому что вам лучше его пропиарили или по какой причине? Расскажите мне. То есть, по какой причине он лучше? Вы сравниваете... И говорю, еще раз. Вот есть люди, которые их пиарят. Они пиарят это, поверьте мне, не потому что они лучше, а потому что у них есть контракты на это. Обращайте внимание на шильдики. Либо это серовозы. То есть, если вы придете, не знаю, к Люхе распаковки, 2 паковки, там, к iShopper'су и спросите мне купить Пуру или OnePlus, я не думаю, что он напишет вам Huawei. И один, и второй. Вот прям... Или даже Honor. Если им не лень будет отвечать, конечно. И у них будет время. Ну, и у Люхи это будет, а с Шопперсом я не знаю. Спасибо большое, Тоня. Еще раз, советы, не советы, я же говорю, все это субъективщина. Просто есть рынок, и рынок регулируется ликвидностью и возможностями того или иного девайса. Девайсы плюс-минус умеют одно и то же, кроме Huawei. Третьи эшелоны, там вторые, третьи, можно их объединить, плюс-минус одинаковые.
Это ZTE, Intel, Tecno, Infinix. Honor непонятно где из-за ликвидности. Так же, кстати, как и Vivo и Oppo. Какие бы они хорошие не были, они имеют очень низкую популярность в России. И если вы покупаете смарт в России, это тоже нужно иметь в виду. И не забывать про то, что как бы мы не хейтили Самсы, Яблоки или еще что-то, они максимально ликвидны. То есть вы их через 2 года продадите. А вот продадите ли вы Honor Magic 6 Pro через 2 года, это вопрос. Хотя, возможно, опять же, это не касается тех супербогатых людей, которые, покупая флагманы, просто забывают о них и все, и выбрасывают. Но они обычно, мне кажется, не смотрят обзоры. Зачем им обзоры? И фанаты Huawei, зачем им обзоры? Тем более рекламные. То есть, как бы, чтобы тебя убедили в том, что ты умный и красивый. Довольно такая забавная тема. Что лучше Poco, ну, что лучше, что-то новое или что-то старое? Или, может быть, даже со старым аккумулятором тебе придет? Red Naomi, я тебе скажу, что у меня 2 спонсора, ты и еще кто-то. Я не знаю, сколько я получаю от спонсорства, можешь отписать. И ты не понимаешь, я включаю все эти штуки, вот как, так же, как я говорю про донаты. Мне там вчера, сколько, 200 рублей за 5 часов донатов пришло. Чтобы это была активность. Ну, допустим, если от донатов активности никакой, черт с ними. А вот от спонсорства активность есть. То есть YouTube видит, что у меня есть спонсоры и больше рекомендует мои видео. Вот. Но, опять же, спонсоров на канале у меня 2. И ничего. Когда-то было, по-моему, 160. Но это когда можно было легко через Россию оформить спонсор. Сейчас, видишь, я не могу даже призывать к спонсорству, потому что завтра YouTube станет нежелательной организацией, и все. Ну, то есть неизвестно вот с этими сетками. Надо, кстати, да, отключить это дело. Хорошо, что ты напомнил. Ну, я понимаю, что вне территории России. И я про это в роликах-то и не напоминаю. Хотя мне кажется, что они не рискнут его сделать нежелательной организацией. Но то, что интернет от этого уже страдает, от вот этих всех ВЕ, оптимизации трафика, это факт. Сколько АКБ было? 100, конечно. Только сотки всегда. А вот сколько люксов было, я не помню. Но я думаю, вряд ли поменялось, поэтому мы сейчас проверим люксометром яркость. Но она, скорее всего, такая и осталась. И она у меня стоит на максимуме. Считайте 800 люксов по яркости. Стоит просто максималка без дневного режима. Дневной режим включить? Не буду я включать. 120 Гц. Приложение для высокой частоты. Давайте. Diablo есть. На основе параметров приложения. Ну и все. И вот так. Потом, может быть, где-то в конце за 15 минут 15% останется, если напомните, я проведу этот. Включу Акум и посмотрим, какой реально FPS он показывает. Ну, во-первых, MLB, вы будете забанены на канале, если не поменяете свой ник. Вот. Наверное, даже я заблокирую вас. Люди, вы думаете, когда никнейм какой-то ставите? Напоминаю, что я против наркотиков, алкоголя, табака и любого вида насилия. Ну и нарушения любых форм, видов законодательства, в какой бы стране вы ни находились. В зависимости от страны, потому что в одной разрешено, то в другой запрещено, как мы прекрасно знаем. Чтите законы того места, где вы находитесь, и все будет good. Закон как дышит, да? Так. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. И яркий пример тому, насколько интересен тот или иной смартфон. Вот обратите внимание, как был с Samsung делал. Но с другой стороны, когда Samsung делал, люди еще не понимали, что я делаю, да? Сейчас более-менее понятно. Я сейчас просто прохожу по линейке Diablo, но мне кажется, что там можно каждый день по 10 часов залипать. Надеть. Перенос. Все, он с уровнем переносит вместе. Ни то, ни другое, Евгений.
Ну, на Finfone 1, в принципе, уже старая железка, то есть у нее поддержки меньше, но она плюс-минус такая же. Наверное, даже получше будет, чем CMF. Вообще два разных устройства. И ни то, ни другое я бы не выбрал. Как спросить у меня лучше... О, еще лучше. Huawei Pura 70 или 70 Pro, да? Так, дальше что мне делать? В топку эти награды. Паша, я только что вам, если вы посмотрите начало стрима, давайте. Какие вам настройки нужны? Вот какие настройки нужны, я все вам показывал. Что графику, что яркость, что игровой режим, в каком виде я его поставил. Видите, вот он сейчас покажет вам Wild Boost. Wild Boost. Да, Honor, кстати, и Huawei первые, кто начали блокировать загрузчики. Я говорю, мне так интересно, как из них сделали супергероев техно-сегмента. Это просто вот на них санкции накинули. Ну и что? А чем они стали от этого более кошерными или, не знаю, соборными, или они как-то стали, не знаю, из СНГ с какой-то страны? Это обычный китайский бренд, у них их просто море. Вы можете любой выбрать. Xiaomi, Realme, не знаю, там, да любой. Все должны переживать за Huawei. Я больше переживаю за Samsung и Pixel с их тензорами и эксинусами. Вот им вообще плохо. Или Windows Phone эти. Или раскладушка от OnePlus, которые забиты просто все ломбарды ими. В 2 раза дешевле. Они как не пытались их продавать. Я не тестировал ее. Вполне возможно, она нормальная. Горят. Они очень просто берут статистику для смартфонов. У них есть отдельный сайт, в котором бренд может прийти и купить у них настройку камер. Вот ты купил настройку камер, тебе гарантировали какое-то место в рейтинге. Не купил настройку камер, я так подозреваю, что вряд ли какое-то топовое место в рейтинге у тебя будет. DxOMark контора очень простая. То есть они тестируют устройство и предлагают его модифицировать, и улучшить, и настроить. И тогда, возможно, ну, ты понимаешь, да? У тебя фронталка Honor Magic 6 Pro с 30 FPS станет на первом месте среди фронталок. Потом, да, завезли, как говорят, 60 FPS. Но изначально там 20 мест вниз у всех 4К 60 FPS, а там 30 FPS, но фронталка лучшая. Почему? Потому что DxOMark настраивали, а потом проверяли, хорошо ли они настроили или нет. Ну, здесь, может быть, еще я не подобрал. Александр, хочу 2 телефона купить до 30. Ничего не понял. И вы еще удалили. Так что, говорю, доверять можно только своим глазам по мне. А все остальное это... Вот как правильно говорят, экран, ну логично, у смартфона за 80 кусков лучше экран, чем у смартфона за 20 штук. Во всем. Но я могу снять защитную пленку, и он станет поприятнее. Давайте сниму. 5 секунд. Чтобы на стриме. Сейчас баха и снимаю экран, да? Такая плотненькая она. Заводская пленочка. Все, снял. Может быть, будет поприятнее экран. Вам. Тач точно будет приятнее, так всегда. С iPhone 13 или Samsung S24. iPhone 13 имеет плохую автономность. Они начали иметь нормальную автономность яблоки с 14 айфона. Поэтому не 13 iPhone точно. Куда они идут вообще?
Это лучше кофе спросить в чате взаимопомощи. На айфоне 60 FPS, да, другие. Не говоря уже о 120. Там это видно, то же самое. На стримах тоже будет видно. Яблоко погонять также или нет? Эвелиан, но можно. То есть магия в том, что можно. Просто не разблокировать, надо денежку будет заплатить. Если есть знакомые, можно и без денежки. Я в курсе. Я говорю, кто первый это начал. То есть они начали это практиковать. Так, ну все. Что-то там закрыли. Вопрос какой-то. Яблоко гонять. Universal. Просто у Xiaomi дешевых до 20 тысяч датчик приближения виртуальный, да? Но большинству это не... Большинства народа это не трогает, большинство. Но это очень странно с их стороны. Ламадор, ну, народ просил. Вы расстроены. Я могу его закрыть. Чат для разбана. Если вы считаете... Если мне сейчас коллектив напишет, что это все лишнее, то с удовольствием закрою. Что, плюсики, закрываем? Или чего? Закрываем чат для разбана? Паша, привет. Ты не можешь быть не вовремя. Какой телефон выбрать в пределах 60-70 тысяч? Так это только у вас можно спросить. Какой вам телефон выбрать в пределах 60-70 тысяч? Долмадор. Именно. Теперь вы заблокированы. Не зря вы спрашивали про чат. У меня нельзя упоминать никакие каналы до 1 миллиона подписчиков. Если кто-то не знал. Ламадор не знал, наверное. Надо по одному сценарию гонять одну игру. Павел, все запрещенки до 1 миллиона. На всех ресурсах. Что в телеге, что здесь, что на ютубе. То есть, извини, но ты не особенный. Я тебе, кстати, об этом говорил. Но, опять же, я же не собираюсь все смартфоны так гонять. Я сказал, что я буду гонять только самые популярные. Спасибо большое. Какие еще игры будут? Никаких. То есть я гоняю одну и ту же игру в максимальной графике. До этого S24 Ultra гонял. Сейчас буду гонять Diablo. В Diablo в Poco X6 Pro. Потом на яблоке. Походу к докам. Так. Навигация. Вот хорошо, можно просто тыкнуть и все. Нол не будет. Может, он лично у меня, Хмурчик, спросить. Он сделал кое-что, о чем он знает, но для него это норма. Это несовместимо, к сожалению, с контентом моим. Никак. Из-за региона, скажем так. Да, сюрприза не будет. Все, что вы хотите спросить, можете спросить у меня сейчас. Или у Хмурчика потом. Или вы стесняетесь здесь спрашивать?
Можете спрашивать только в комментах. Хай Орбит, ты тоже хочешь бан? Нет? Что за особая форма мазохизма у моих постоянных подписчиков? Так, куда мне плыть-то? Шингро. Нет. Стоп. Замерь температуру. Пока все норм. Поговорите с капитаном Реном. В доках Вестмарша. Рэм, ну. Пик. Колыбель древних. Ага. Нечего замерять. Я говорю, когда он теплый. Типа мы уже давно играем, и он должен был горячий быть. 38. Дальше. 38. Да, посмотри прошлый стрим, примерно так и было. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, и чего? Все, затем. Интересно, а вот на сколько часов рассчитано Diablo? Сколько месяцев можно играть в него? Вот так нон-стопом. Единственное, мне, наверное, нельзя играть в него без стрима, потому что если я буду играть в него без стрима, то я его могу и пройти. Но в планах, говорю, кроме S24 Ultra еще Honor 200. Получается, я сейчас вам расскажу, в чем идея. Теперь уже можно. Смотрите, лучший флагман, по моему мнению, ну, вообще сейчас по цене соотношения качества S24 Ultra, лучший до 20 тысяч. Poco X6 Pro, лучший до 30 тысяч. Honor 200. Вот эти три смартфона я планирую таким образом прогнать в одинаковых сценариях использования в одной игре, которая уже оптимизирована под полной программе и, по идее, не самая тяжелая. То есть это даже не какой-нибудь там Genshin, в который она будет вылетать, перегреваться, сгорать. Но он все равно грузится прилично. Так, куда нам дальше? Вот типы встали. Абас, привет, спасибо. Рестайлинг, надеюсь, это DPI, а не что-то другое. Потому что лучше его уже осваивать. И его осваивать тоже. Выкли. Tensor вроде Samsung делают. Аркчигвин, я еще раз повторяюсь, я не стал летсплейщиком по одной простой причине, потому что сейчас у меня из 17 смартов 2 я не могу вам показывать, а 15 в пути. Вот сейчас они дойдут, и все. Ну, то есть я подумал, а что может быть еще полезно? Если вам это не полезно, если вы не хотите со мной общаться, если вы не хотите знать, какие результаты будут разные ценовые группы показывать в одной и той же игре по автономности, и по остальным параметрам, вы можете не приходить, правильно? То есть я подумал, какой контент будет еще, возможно, интересен зрителям. В онлайне сейчас 112 человек, и я делаю вывод, что этот контент вполне возможно интересен. Правильно? 9S Pro у меня уже на руках почти. S Pro Plus завис на таможне. Не знаю, что с ним. Я буду сейчас в понедельник разбираться. Потому что там 3 смарта уже очень давно висят и никуда не двигаются. СДЭК рулит, как говорится. Я уверен, что они дойдут, но это, конечно, головняк. Я почему-то думал, что они чуть ли не за 15 минут дойдут, а они идут очень долго. Так бы я с человеком отправил 11 числа. Вот. Нор 4 я купил, повторяюсь, он уже завтра придет. Но не мне. Опять же, тоже надо будет пересылать. И 2 Realme 13 Pro, 13 Pro Plus тоже уже пришли. Их тоже просто надо забрать и переслать. В общем, девайсов море. Pixel
9 уже на таможне. Моторолу уже послали, вот эту дешевую, которая в России 17 стоила, я покупал за 21. И какой-то еще смарт. ZTE Nubia Z60 Pro. Вот я ее на нее... Z60S Pro. То есть нестандартная какая-то такая штука. Света, спасибо. Ну, вообще это покажет, говорю. Во-первых, мне очень нравится, что показывает онлайн, насколько интересен один или другой девайс. Посмотрите, сколько было онлайн вчера у того же Samsung и сколько онлайн сегодня у Poco. Почему? А завтра вы увидите, какой у Honor онлайн, и поймете, ну, может, или послезавтра, если я завтра проснусь и пойму, что я не хочу играть в нули. Вот. Потому что для меня это тоже в нуле, это определенного рода деградация. Я столько не играю никогда. Но, повторяюсь, что таким образом я планирую тестировать устройство на прожарке обычной. То есть просто она будет расширенной, разумеется, без вот этого вот прожарка в ноль отдельного. То есть я буду его тестировать 3 раза в Antutu, показывать спеки, дозаряжать до 100%, потом разряжать в нуле игрой и потом разряжать полностью, заряжать полностью в онлайне. Вот. Только единственное, это будет делаться днем, потому что ночью у меня аж плюс 4 часа, и когда я, получается, это делаю, 5 секунд. Какая дешевая Моторола? А я не помню, я сейчас скажу. Давайте потом, я же скидывал все это. Подпишитесь на мою личную телегу, я там с ценниками скидываю, за что я что купил. Аркшгивен, нет, так я же еще раз повторяю, у меня нет детей, чтобы это стало мейнстримом, и я стал этим заниматься. На этом канале 0,9% лиц до 18 лет по статистике. Чтобы вы понимали, это не просто днище для YouTube, это просто вот просто я ноль для YouTube на стрим-канале. Не иметь там, не знаю, 50% лиц до 18, а это стрим-канал. Это бесперспективняк, то есть он нулевой. Но с точки зрения сказать, что вот там тесты, идите смотрите, и очень даже удобно. А я все объяснял. Вы постарайтесь посмотреть. Я вот сейчас топы даже делаю, я даже рассказываю, что, где, почему. Вы думаете, что-то как-то поменялось? Я не знаю, спросите у Nokia. Я похож на их представителей. Вообще бесконечная игра. Обожаю ее. Кто-нибудь проходил Дьябло полностью? Нет? Вот этот именно, на телефоне. Она просто нон... Это я, кстати, линейку основную прохожу, к слову. I will show you. Конечно, будут такие обзоры. Им же надо пиксели продавать как-то. На пикселе маржа космос. Как и на Huawei были обзоры, что 12 нанометров на 7 12 ядер на 7-нанометровом процессоре, это вообще лучшая автономность, лучше этого смартфона нет. 44 градусами на смартфоне, на экране. Гэмин RTR. Ну, в этом-то и магия, что у всех свое мнение. Я не скажу, что он не прав или вы не правы. Магия в том, что у каждого может быть свое мнение. И у каждого свои... Почему это не игра, Риан? А что это? Что это, если не игра? Да игрушка. Как Poco X6 Pro для игр?
Phone Republic, вы можете посмотреть мой обзор на канале, либо сейчас посидеть на стриме, и мы узнаем, как он для игр, сколько у него будет автономность. Переплюнет ли он Samsung S24 Ultra, который мы гоняли вчера? Или не переплюнет? Так, где здесь эта штучка, чтобы он сам бежал? Подстава. Мы же это и пытаемся выяснить, Phone Republic, как он стал на новой прошивке для игр. Лучше, хуже, такой же. До меня только сейчас дошло. Протестировать так 5 часов. Это, конечно, дичь, да. Ну, говорю, мне вот по этой причине я говорю, что мне не лень поиграть в Diablo. Ну, может, завтра я уже буду умирать, у меня уже вчера все затекло. Я там ходил даже, я вчера бегать ходил после 5 часов сидения. Вот. Я скоро буду за GT6 людей блокировать. От меня не зависит ничего. Вы понимаете, что я сюда заказывал GT6, мне не послали. Сюда заказывал IQ 9S Pro, мне не послали, Pro Plus. Ну, не от меня зависит. Здесь я в магазине не могу это купить. Вот как Алишка послала, как оно дошло, как я смог себе доставить, так и будет обзор. Может, в магазинах каких-то есть уже. Я не видел. Зигзаг. Мне визу 17 октября буду либо одобрять, либо нет. Я 17 октября еду. Я не особо рвусь, потому что я почему-то думал, что в октябре будут айфоны, и я типа попаду на айфоны. А по факту они не будут. Они будут вот сейчас. И моя мини-мечта купить айфоны в Нью-Йорке, она навернулась. Вот. Дадут визу, дадут, не дадут, не дадут. Я подал, я оплатил ее. Все. Алишер, что, я хороший аппарат? Станок, как говорят о ком-то, да? X7 Ultra, Vivo X100 хорошо пойдут, кому нужна только камера. Да, но опять же, вот как контент-мейкеру, я говорю, Samsung бы мне не пошел. Vivo бы мне не пошло. Они слишком красят. То есть, если кто-то на YouTube выгружает контент, кто там, этот, Viper гонял, получается, на Samsung ролики. Но опять же, говорю, смотрите, кто на что снимает. Там в роликах четко видно, когда кто на что снимает. Мне, по-моему, не бывает ролика, чтобы там не было подсъема на iPhone. Не по-моему, а не бывает. Только даже на сам iPhone я снимал на iPhone. Так. Я так понял, что я один играю в эту игру вообще в интернете. В Рунете. А потом будем проходить Breakfast все. Но там будет по 500 раз одно и то же. Спасибо большое, Александр Шурин. Очень приятно с вами было пообщаться. Валерий, ну почему нет? Еще раз, цели и задачи. Цели и задачи. Я говорю про съемку объектов. То есть у меня предметная съемка. Кто-то, кто снимает не предметы и не объекты, а людей, допустим, кому-то нравится Vivo. Но кому-то Samsung. Вон они там что-то снимали на Олимпиаде. И это я без сарказма говорю. Samsung хорошо снимает. И средняя температура по больнице, и Huawei хорошо снимает, посмотрите. И пиксели очуменно. У меня топ-10 есть смартфонов по видеосъемке. И там не одни айфоны, я вам скажу. Вот как можно говорить, что у меня основной смартфон какой-то, когда я 5 часов в игрушку только долблюсь? И у меня видеосъемки только где-то на часов 70, которые вы видите 20 минут в ролике. Говорю, вы попробуйте все эти тесты провести хотя бы на одном смартфоне. Прикиньте, сколько. PC-Mark 10 часов. Это, зарядки. Знаете, почему все говорят, о, синтетика фигня? Потому что они не проводят эту синтетику. Они кому-то дают эту синтетику проводить, и за них их ее прогоняют. А по факту, чтобы даже тупо синтетику провести, тебе минимум 48 часов надо.
Вы понимаете? Минимум. Только синтетики. И, конечно, ты эти 48 часов не будешь его мучить, если даже неделю прогонять. Ну, вот просто чисто. Я говорю, PCMark, который на OnePlus постоянно слетает. То есть его там 2 ночи надо ставить. 3D Mark ты будешь проходить полтора, ну, не, ладно, окей, там полдня, потому что он тоже слетает. Такие стримы нужно на Твиче запускать. EJ, бесценная информация, можете запускать стримы где хотите, как хотите и на чем хотите. Мне на Твиче неудобно, мне эта платформа непонятна. Я не говорю, что она плохая. Да, короче, по камерам много чего угодного и относительно ваших целей и задач вопрос. Вот и все. Эртобатун, привет. Все, кстати, кто планировал купить Huawei, напоминаю, что Puro 70 и 70 Pro сейчас по 44 и 55 тысяч рублей продается. Это прям жир. Хотя, возможно, такими темпами он еще дешевле станет, но чтобы прям утрированно рядом в российском интернет-магазине, который вот рядом с вами, без всякой таможни, быстро доставляет. Дешевле, чем на Авито, к слову. Но я почему? Я постараюсь сейчас перейти, вот, допустим, Игорь у нас заказал сейчас под FX30, я ему послал FX30, Соньку. Так он, получается, заказал оптику 100-миллиметровую, G-Master. Вот она, если дойдет, если, потому что там предзаказ, бла-бла-бла, потому что без предзаказа она стоит 140, с предзаказом она стоит 110. Ну, когда ты половину стоимости оплачиваешь. Вот если она ему придет, она ему зайдет, то тогда я тоже ее приобрету. И будет у нас основная масса подсъема на уже камера. А iPhone будет постольку-поскольку. Ну, то есть на него тоже будет подсъем, но не в том объеме. Потому что картинка все-таки интереснее, когда ты на телефон, не на телефон снимаешь. Опять же, интересно тому, кто делает. Тот, кто потребляет, вот вы как люди, которые смотрят контент, вам вообще наплевать. Вам важнее, какой микрофон и как обработан звук. В 99% случаев. А где вы видели разницу в 35 тысяч? Глобалка OnePlus 12 стоит 70. Глобалка S24 Ultra стоит 75. Ой, 80. То есть 10 тысяч разницы. Где 30? Куда мне идти-то? Металлолом получил. Ей. Пояс верности. Презрение. Чертог нечестивого чего-то там. Ничего себе такие типы. Вообще, рано или поздно, наверное, надо будет погружаться в игрушки. Обычно я играю, это просто тыкаю. Но, опять же, здесь примерно алгоритм один и тот же. Прибеги, защити, победи. Прибеги, защити, победи. Ну, и ничего не должно быть в подобной тыкалке, долбилке, РПГ. От третьего лица. Из-за таможни, которую добавили на Авито, на Али заказывать плюс-минус одна цена. Нол, вы не правы, потому что вы на Авито тоже еще за таможню не платили, не нарывались на не разводилово, не нарывались на то, когда вам не отправят. Если все, кто покупают на Али, начнут резко покупать на Авито, 99... Причем здесь таможня? Я вообще про Puro 70 и 70 Pro, которые из России доставляют, сказал. Как мы так перепрыгнули? Вот не знаю, звон или я неправильно выражаюсь. Кто не понял, о чем я рассказывал? Я очень часто непонятно выражаюсь, поэтому ничего, никаких претензий. Я для себя уточняю. Путевой камень, ключ к сердцу острова. Он всегда скрывал и защищал нас от чужаков. Но вдали от колыбели он потерял свои свойства. Ура. Или нет? Денис, вам спасибо, что зашли. Зря, в том-то и фишка, что обзор снят на мобилу. Дмитрий, это для вас. Ну, смотрите другой контент. Вы к чему это? Вот к чему? Я говорю, картинка лучше будет на видеокамере, если видеокамера будет комфортной. Возможно, Sony будет комфортной. Еще пока на него ничего никто не снимал.
Только, ну, подсъем вот этих характеристик чаще всего именно на него. Все. А, нет, не все. Я думал, что в камере кирдык. Опять какие-то претензии. Невозможно всем понравиться. Вот даже вы. Кому-то, большинству, я уверен, что желательно картинка получше. Как снимает iPhone, вы и так можете увидеть в большом количестве вещей. Так у меня все равно будут подсъемы на iPhone тоже. Просто интересней на камеру. Чем-то заниматься. Иногда хотя бы. Чему я оправдываюсь? Дука, спасибо. Алексей Чалов, привет. Зарубалова. Я так и не понял, что мне здесь делать, но точно надо всех расчистить. Для того, чтобы что-то там сделать. О, какая-то штука. Поэма последней поэзии. Ненависть пышным цветом цветет. Все живое окрасит кровь матери. Колыбель развернется пустотой, сияя дьявольской красотой. Какая-то сатанистская тема. Я вне религии, но и точно не за вот эти вот всякие штуки с пентаграммами. Вообще не верю ни во что. Слишком глупый. Слишком много высших образований. Вот. Оно влияет негативно на интеллект. Ты становишься в коробке разума. Вместо того, чтобы разум открыть для чего-то там. Как это? Я вчера только смотрел. Ладно, не буду. То есть сейчас опять на меня нападут криптомиллионера. Нет, это не народ бодрее, это просто смарт, который интересует пользователей, вот и все. Говорю, это популярность. Poco X6 Pro это популярная тема. Не забываем прожать лайк, может наберем 200 лайков, будет круто. Вчера мы набрали 200, сегодня, я надеюсь, за 5 часов мы наберем 300, потому что это Poco X6 Pro. Вы же любите Poco X6 Pro? Я вот этого Аниксиса уже раз 10 убивал. Меня уже достал просто в этой игре. Самый неубиваемый босс. Непобеждаемый. Он умирать-то не умирает никто. Это же игрушка. Добро, бро. В топку донаты. Не в топку эти, как их называют. Лайки. Добро, бро. Почему никто... Забавно. Сколько прошло? Час. Что все свои. Так. У меня такой же. Супер. Я живу в маленьком городе. И тут за доставку на Али надо платить. Как понять, за доставку Али надо платить? У вас почты нет? На почту же бесплатно доставляют. Как так? Ой, ничего себе, он желтого прям так завалил. Ну, Poco X6 Pro это 20. Почему 25? Откуда такие странные цифры? Уборка подземелья. Как у кого выходной проходит? У нас есть школьники? Как вам первая неделя школы? Мой сын очумел. Ну да, напомните, когда будет час. И мы с вами проверим яркость, проверим заряд. Все проверим. Но опять же помним, что со 100% до 99% чаще всего дольше всего уходит заряд.
Заодно, как говорится, проверяем равномерность разряда. 12512, это да. Но вообще он был дешевле в каких-то моментах. Но у меня показывает 59 минут, не час. Понятия не имею, Наоми. По разбану есть группа. Нас 40 человек администраторов. Я не всегда знаю, кто за что банит. И повторяюсь, комьюнити специфическое, надо. Будь там, я, допустим, его читаю, я не пишу там ничего. Банят там только либо у тебя, если в аккаунте имя какое-то дичь, либо ты что-то написал, которое правилам противоречит. Так, и чего? Вот видите, как раз вопрос, зачем чат для разбана? Вот теперь знаем. Не может быть час, сейчас только 60 минут. Кирилл, ну, еще минимум тебе 5 лет в вышке, или ты имеешь в виду про институт? Институт, техникум и все остальное в первую очередь учит вас терпению и тренирует вас к тому, чтобы вы потом ходили на работу. Долго, упорно, мучительно, много лет, десятилетий иногда. И вот. И когда кто-нибудь из потом директоров видит, что вы закончили институт, это значит, что вы 5 лет смогли ходить в одно и то же место системно, и у вас есть смысл вкладываться, как в специалиста. Потому что, допустим, я тоже очень часто сталкивался с тем, что зачем кого-то обучать, если ты уверен, что он, ну, если он не будет потом с тобой работать. То есть готовить работника для кого-то другого глупо. Доплаты за таможню. Не совсем понимаю. Недоставка 4. У тебя доставка, не доставка, а таможня 3000 рублей. Какая доставка 4000? Ну, ты откуда? 15% свыше 200 евро. То есть 40 тысяч, вычитаешь 20, получается 3000 рублей таможня. Все. Доставка соли всегда бесплатная. О чем вы пишете там? В какой вы стране? В процессе трансформации ничего не понял, ну окей. Не наблюдается каких-то либо закономерностей. Разум некоторых зараженных остается ясным несколько недель. Они вежливо беседуют с хранителями, а потом в какой-то момент просто что? Пораженный. Я думаю, вот что с ним происходит потом в какой-то момент. Просто одновременно и фантастика, и не фантастика. Очуметь, вот столько это прорисовать, или им генерировал и все эти истории. О, Кирилл, еще чуть-чуть осталось. Еще 4-й колледж. Потом высшее образование еще 5 лет. Так что всего 7 лет. Мелочи жизни. Потом я могу пошутить, что ты будешь делать. У меня очень много знакомых, отучившихся на вышке, потом занимаются чем-то, для чего вышка абсолютно не нужна. Но, опять же, я считаю, что если у тебя, ну, у меня не особо много мозгов, мне нужно было высшее образование однозначно. Людям, у которых много мозгов, высшее образование не надо. Вот. Зону чего я покидаю? Я что-то не понял ничего. Я все правильно делаю или нет? Нет, неправильно. Нет, правильно. Михаил Салам Матин, привет.
На Xiaomi 14 телефон периодически виснет и ни на что не реагирует. Сбросьте его к заводским. У вас китайская версия или глобалка? Виталий СК, хорошо, но мы сейчас гоняем Poco X6 Pro. Ваш отзыв о Poco X6 был принят, услышан. И я с вами абсолютно солидарен. По 17 тысяч его часто на Али продают, никаких налогов платить не надо, ни за какую доставку, как нам кто-то там рассказывает про доставки, тоже платить не надо. Вот. И за эти деньги телефон топчик. Заказ в Кыргызстан. Я не знаю про Кыргызстан. Я говорю про Али Россия. То есть у меня основная масса розыгрыш идет по смартфонам на все страны. Я в Казахстан несколько раз отправлял. По-моему, в Таджикистан отправлял смарт. Вот. Но по что, где, сколько стоит, я не знаю. У вас разве есть Авито? Путаете меня постоянно. Артур, есть платная доставка, но платная доставка там ты выбираешь либо платную, либо бесплатную, правильно? Я на смартфоны ни разу в Питер не видел платной доставки вообще. Мать Лилит, прими этот дар. Все одно и то же. Восстанови порядок в нашем доме. Защити своих избранников от проклятия. Пусть сила земли живет в тех, кто о ней заботится. Я привел тебе еще одну из изменившихся. Пожалуйста, защити меня от этой хвори. Точно только про датчик приближения Мороситу и X6, и X6 Pro тоже. Ладно, в общем, долбилка начинается, потому что все эти 141 тысяча, серьезно. Ну, говорю, вот по линейке идти, это можно без остановки просто. Заваливать всех. Так, все отлично. Ну, теперь хотя бы 230 тысяч. Это неплохо. Но не особо хорошо тоже. Еще какой-нибудь босс будет? Не будет. Без пленочки экран прям такой приятненький. Примерно вот сейчас 18 градусов. А, кстати, подожди. У меня же был этот температурный датчик. 22-23, наверное. Я не знаю, куда датчик температуры я делал. Специально купил. Короче, холодно мне. Вот. Олег, вам спасибо, что смотрите. Не забываем прожать лайк. Тем более, если у вас этот смартфон или есть в планах его приобрести. То есть просто обсуждение о личных доставок идет. А что это здесь появилось такое? А, вот тип какой-то. Агрессор. Во, вот это уже норм на 10 миллионов жизней. Прям долго долбиться надо будет. И, кстати, долго уходит, смотрите, я даже миллиона еще не срезал. Ну, может быть, а нет. Энергия долго собирается. Если бы была вот эта вот супер штука, которая с доп. Энергии, было бы быстрее. Я, кстати, первый раз вижу, чтобы на моем месте какая-то тема выплывала потом.
2 миллиона сняли. Что вы купили? За 18 700, да, X6 Pro можно было купить. Ну, в минималке 8256. 7 миллионов. 6. Скоро уже как половину снимем. О, вот сейчас норм можно будет быстро снимать. И почти половина. Да, не прокачанным сюда приходить вообще не камильфо. Лайк прожат. Ей. Нет, я продолжаю прогресс. Ну, тут смысл в том, что сейчас я линейку прохожу. До этого я просто долбился в подземельях. Вот. В подземельях можно вечно долбиться, когда ты пройдешь линейку. Я сейчас пройду линейку, буду в подземельях просто тестировать и все. Здесь же постоянно какие-то новые приколюхи выходят. А вот еще раз повторяюсь, мне кажется, никто не играет в Диабло. И во всяком случае, моих подписчиков это точно. Но это просто пожирание времени. Прикиньте, вы вчера я 5 часов отыграл, до этого сколько я играл, и сейчас еще 5 отыграю, и я даже не вижу, в принципе, что близок конец этого банкета. Вообще. Но опять же, все зависит будет, что будет в ноябре. То есть сказать, что в ноябре будет прям 100% волшебно и круто, и по ценам, и по курсу, и всему остальному, туман жизни, неизвестно. Может быть, 90 рублей за доллар, которые казались там 3 года назад, когда было 52 рубля за доллар, 2 года, покажутся еще прелестью. Мне прям очень прилично 10 миллионов. Очень круто. Что он мне дал вообще? Ничего не дал. Ха-ха. Ну ладно. В этой игре конца не будет. Но на это она и рассчитана. Кстати, сколько у нас там? 80%. То есть он потратил всего час, за час, всего 20. Это жесть. Значит, я 5 часов буду сидеть. При прочих равных. Так, примерно час прошел. Проверяем яркость. Без повышенной мы играем. Или включить... Не, 570, видите, яркость сбросил. 570 и температура 40. На пластике как-то не особо так сильно ощущается, как на металле. И надо выключить экран. 40 экрана. Напоминаю, Huawei Puro 70 Pro показывал нам 44. Может, завтра что-то другое покажет. Но я завтра не его буду гонять, если буду. Если опять же будут просмотры, и еще что-нибудь там, кроме просмотров. Чего мне делать здесь? Она еще дышит. Они не убили ее. Отлично. Кто они, кто она, я не знаю. Но все супер. Источник уничтожен. Огонь жизни исказился. Пришел недуг. И Митрий объявил, что это наказание за грехи Лилин. И не важно, что пламя тоже нас обжигает. Не важно, что мы тоже грешили. Господствующий ветер. Серьезно так. Предательство Лилин. Морвит похитила путевой камень в ночи. И это было не случайно. Когда закончился очередной голод, Инари и Лилин начали враждовать. А споры из-за еды только все ухудшили. Морвит была одной из
Из кого? Морвит похитила путевой камень в ночи. Это было не случайно, когда закончился очередной голод, и Нари и Лилин начали враждовать. А споры, так мы это читали уже. Он использовал преступление Морвит как повод для гонений моего народа. Ну, стандартно все. Любые истории отсюда переписываются с историей таких реальных, да? С игр. Не знаю тапок. Посмотрим. Если людям будет интересно, то буду продолжать. Если нет, то не будет. Все зависит от вас, от вашего лайка и комментария. Я сейчас не разгоняю, есть много вещей, которые я забрасывал. То есть я пробовал что-то делать, не идет. Дальше пробовал, не идет. Дальше пробовал, не идет. %15 за время стрима на ютубе. Ну вот такой рандом. Но опять же, у вас может быть пиковая яркость, и у вас яркость он не сбросил до 5. Вы понимаете, вы когда смотрите, у вас яркость не съелась. Яркость экрана это чуть ли не основное, что пожирает энергию. То есть он тратит много. У вас яркость 800 люксов, у меня яркость 570 люксов. Логично, что мой смартфон разряжаться будет быстрее, а ваш будет быстрее без нагрузки а-ля. Но само по себе выведение у вас стрима, во-первых, вы GSM используете, я использую Wi-Fi сейчас. GSM связь ест больше. Вот. Нет у меня мнения по поводу оболочки в часах. И, по-моему, по мне оболочка в часах, она, как бы сформулировать, вы чаще контактируете с чем? С часами или со смартфоном? И это не тонкий намек на толстое обстоятельство. Все очень просто. То есть вы можете приобрести себе браслет и понять, что вам вообще надо. Вполне возможно, вам эти смартфоны замещают и заменяют все. Опять этот Акинис, которого я уже 550 раз убивал. И все время у него по 100 тысяч жизней. Действительно их защищал. Отлично. Камень осквернен. Ну и бьем всех фанатиков. Опять еще какой-то демон. Демон на демоне и демоном погоняет. Ну, заметьте, кстати, хотя у него жизни чуть-чуть. Ну, вот она, реальная линейка даже в режиме ад. Если ты уже погонял в эту игру непонятно сколько, то, в принципе, все более-менее просто. У меня X6 Pro. Супер. Может быть, смотря какой программы. Опять же, разные программы по-разному едят. Вот. Darkness, но это бесценная информация. Все бежим, все покупать Honor. Хорошо, не смогла, но окей, дайте мне остановить ее. Все. Отлично. Где-то. Ну все, время пришло, давай. Босса мне. Колыбель древних. Мне туда прыгать надо, я правильно понимаю? Мне кажется, сюда мне надо. Откуда я здесь? Я не знаю. Игра привела. О, прикольные штуки. Заперты в этой призме творения. Сейчас, подожди, Poco X6 Pro вас всех спасет.
Его сила растет, потому что у него пура. Да? Полюбас. О, ничего ж себе. Какие штаны нашли мы. Крутые. Есть сила, всем помогу. Есть быстрая зарядка. Есть яркость экрана 800 люксов. Он восстанавливает силы. Супер. Пусть будет 10 миллионов жизней у него. Будет норм. О, я первый раз такой вид вижу. Еще и с таким модным телепортом. Опа, опа. Я тебе покажу. Покажи. Что мне покажут? Стоп. Не понял. Безопасность это к нему, я так понимаю, да? Вообще нормально придумали. О, привет. Бойтесь своих желаний, да? Так, где этот типы базовые? Саня, чем ты будешь сравнивать Nord 4 по камерам? Не знаю. Ливан, как я проверяю связь? Я вставляю симку. Магия. А как кто проверяет связь? Я не знаю, это стёб какой-то? Есть какая-то программа, чтобы проверить связь или как? Или рассказать вам, что в моем лифте очередной раз не ловит ничего. То есть, как лучше не ловит смартфон? Какой смартфон лучше не ловит, рассказать? У меня нет места, где плохое покрытие. А если по поводу связи, то она сейчас везде плохая. Ну, в Питере вот у меня у знакомых везде плохая связь, только на Wi-Fi более-менее нормально. Интернет тоже подглючивает после замедления YouTube. Но я говорю, в этом смысл, наверное, выкирпичивания инета. Сделают автоматы с этими, как их называют, с маркетплейсами, чтобы можно было заказать прямо оттуда. Как в Макдональдсе, знаете, или в этом вкусная точка. Будет народ стоять. И Фидонет. Диди за чувака на 5 минут просто. Легкий бан. Хочу, играю. Народ приходит, мы общаемся. Параллельно тестируем. Вот сейчас вот 400 тысяч норм. Ну, не 10 миллионов, тоже так, скромненько. Камень мироздания мой. Окей, окей. Уничтожу его. Ваши жизни тоже. Окей. И чего? Чего делать-то? Кто чего уничтожил? С меня. Пипок. Ну чего тут останавливать-то? Вал это, наверное, уже финал, нет? По логике должен быть финалом. Это, кстати, режим ад еще. А почему он не пробивается вообще ничем? Вообще левак. Пройтись по типам.
О, все, скрылся. Есть ли смысл спамить? Я не знаю. Есть ли смысл спамить? Если будете спамить, вас YouTube заблокирует. Нет смысла смотреть канал, если вы смотрите канал ради того, чтобы победить в розыгрыше. Стопроцентная вероятность того, что всегда выигрывают те, кто не ожидал выигрыша. Те, кто смотрит канал ради розыгрыша, никогда не выигрывают вообще. Вот 7 лет каналу и 7 лет одна и та же история. О, DPI, Goodbye DPI еще и на мобилах есть. Я говорю, обучают народ, а теперь у остального народа виснет инет. Мне кажется, говорю, все сделано для того, чтобы интернет навернуть. Потому что по-другому, чтобы столько миллионов человек обучить, как дырочки делать в Рунете одновременно, сразу. Ну, плохая идея. Очень плохая. Топ-10 смартфонов по камере на канале. Посмотрите, пожалуйста, если вам не сложно. По видеосъемке. Все круто, теперь чего делать? Теперь ничего, просто продать все и все, разобрать. Кузнец. Разобрать. Улучшить. Раз. Все. Все, не хватает этих штук. Так. Разобрать остатки. Для чего пришел? Дима Губер. Как убедить жену, что iPhone ей не нужен? Купить ей iPhone и забыть. И все. Я говорю, есть магия. Вот смотрите, если человек чего-то хочет, дайте ему это. И вы увидите, что за человек, что он дальше будет хотеть. Ну, видео, я бы не сказал с вами, не согласен, но в целом да. Пардон за мои подтягивания. 87 минут мы с вами играем в режиме нон-стопа. Я вообще, если честно, не понимаю, как я тут перемещаюсь и куда я бегаю, но... Принять. Все. Ну, что-то я делаю, в общем. Тест связи обычно Vegatel, либо что, Darkness, либо чего. Дэнди Плей, спасибо большое. Ну что, набили мы 200 лайков сегодня или нет? Чувствуете клянчу? 163, не набили. Все-таки когорта плюс-минус одинаковая все время. Подчинить. Ей. Шесть. Как динамические, демонические письмена.
Висят в таверне демонические письмена, и никто не напрягается, что они там висят, да? Александр Михаил, очень плохая идея. Дешевле купить смартфон, чем найти новую жену. Это всегда очень дорого, и обычно это происходит по любви. Люди подбирают жену не по желанию айфона. Ну и чего? Что мне дальше делать-то? Анимашки все эти нарисовать, да? Мои недавние путешествия заставили меня задуматься об одной главе моей жизни, которая, казалось бы, была давно завершена. Это история о тоске одного юноши и невидимых ранах, что подталкивают нас к чудовищным ошибкам. Все началось лет 40 назад, когда я был школьным учителем в Тристраме. Отлично. Ливан, а то, что Android американский да все другие смартфоны тоже американские, YouTube и интернет, в принципе, придумали кто? Вы серьезно? Тогда можно вообще электронику всю сжечь. Ламповый усилитель. Кстати, об этом все и мечтают. У вас останется только ламповый телевизор, ламповый усилитель и радио. И будет вообще все волшебно. И газета. И все. Все это бусурманское. Максимально бусурманское. Белый букет, как в прошлом году. Ей. Darkness Probate. Android придумали не американцы. То есть Google это не Америка? Подождите, кому принадлежит Android сейчас? Какая разница, кто это знаете, как интернет вообще придумали в 18 веке, это идея того-то, того-то. Де-факто. Александр Вайрейтон, саморазвитием займемся. Ага. Это, конечно же, даст разумную конкуренцию относительно всего мира. Чем меньше электроники, тем лучше. В Турцию, кто в Турции жил или находился, тот заметил. Ну и посмотрите на ее экономику. Почему? Потому что налоги сумасшедшие, ВПН и электронику ты дешево не купишь. Все в 3 раза дороже. То есть у населения, в принципе, доступа к цифровой к цифре намного дороже, чем в любой другой стране, где бы я был, наверное. Наверное, в Маниле только, в Индонезии все хуже. Android без Гугла. Еще раз. Кто разрабатывает Android? Как то Android без Гугла? Прям вот это опять кошерная тема. Мне не очень нравится, потому что чаще всего люди дезинформируют других людей, а они потом в чатах такие, ну да, Android это вообще ни при чем здесь Google. Android разрабатывается и поддерживается компанией Google. Он изначально был создан Android Incorporation в 2003. В 2005 году Google приобрела Android. Сегодня Android разрабатывается как открытая операционная система на базе проекта Android Open Source Project, который управляет Google. Так что давайте не путать зеленое, мягкое и оранжевое, а просто пользоваться поиском и включать мозг. Ну, мозг он вот здесь. Не будьте в голову укушенными. Android американцы, iOS американцы, Huawei на андроиде американское ПО внутри, то есть операционка американская. Windows американцы. То есть все не кошерно. Если рассуждать по поводу электроники, не кошерно все.
Да какая разница, разделят его или нет? Компании-то останутся на территории США, по-другому просто назовут их, и все. Просто разговор сейчас был о чем? Что вы говорите жене, что iPhone это американцы, Android это тоже американцы. Вот о чем я хочу сказать. Так, к чему? Что нам делать тут? Чем нам им помочь? 6, 5, 4, 3. Выли на пьедестал. Они, конечно, не могли вылить его. Ролевая игра уровня 40-летнего чувака с 2 высшими образованиями, да? Да и ладно, мозг пусть отдохнет. Да, скорее всего, я не буду прям все смартфоны гонять так. 95%, что не буду. Но, чем больше лайков и комментов от вас, тем выше вероятность того, что я буду делать это много раз. Так. Пойдем, приключения ждут. Еще 2 часа не играли, я уже устал. Аэрогриль от Xiaomi топчик. Будет 5 разных андроидов, и все будут на территории США, да? И от этого чего? Что от этого изменится? Или они продадут их Китаю, или какой-то, или Индии, или другой стране заставят? Никита, да. И процессоры на подконтрольном оборудовании. Ну, то есть, есть факты, и все. Корпорациям, мне кажется, плевать. Вот, кстати, объективно корпорациям вообще наплевать, в какой они стране находятся. То есть, это уже как такое многоголовое чудовище. Им что Индия, что Пакистан, что Китай, что Россия, что США, им-то все равно. Им главное делать деньги. Почему многие компании меняют основное место для работы? Просто из-за денег. Ниже налоги, и все, и уходит туда. Транснациональная, особенно корпорация. Ливан, да я не знаю. У меня плохо с юмором. Я же все время об этом говорю. Это и хорошо для контента. Определенная форма эмоционального идиотизма. Я не знаю, как правильно сказать. Очень часто я не выкупаю ни шутки, ни сарказм. Особенно, что касается каких-то таких тривиальных вещей, по поводу которых меня всегда триггерят. Ну, триггерят чаще всего, говорю, как раз вот этой темой. iOS американская штука. Так Android тоже. Ну, то есть, как бы, если ты говоришь, что это плохо, потому что штаб-квартира находится в США, а что хорошо тогда? Или вообще интернет это плохо, телефоны это плохо, компьютеры это плохо, и давайте бересту, грамоту, и, не знаю, и какие бонусы от этого. Ну, то есть, отвалимся на 300 лет назад. Какая разница, кто первый сделал? Порох сделал первый кто? Китайцы, японцы, китайцы. Но юзают его весь мир. Сколько уже? Сотен лет. Тысяч даже. Неважно, кто первый. Так, все окей. Куда-то я еще раз телепортнулся. Анатол, а вот и нет. Так думал Huawei. И теперь продает по 43 тысячи Puro 70 и 70 Pro по 54. Не решают. Нет, она бесплатная. Это филиниалы или как их там. Я не знаю, что это такое. Там не кошка, там у меня их 2 даже. Так, и чего дальше? Ты уже устал читать. Если верить исследованию Басима, для использования зеркала нужны решимость и четкий замысел. Зеркало дает энергию тому, кто его использует, и тот должен сосредоточиться на своих сожалениях. Окей. Все, пошлите. Я говорю, деньги не все решают. Опять же, если да, YouTube не будет, и деньги будут решать все, потому что на наших видеосервисах делать критичные какие-то вещи очень опасно. Точнее, вообще небезопасно. Благо, Exhibit, которые вообще, по-моему, они белорусы, хапанули уже.
Аврору поставим на процессорах MSC. Так поставьте. Не-не-не, вот это вот завтра я уже... Вы помните, что запрещенный в России Инстаграм у нас на это очень много денег выделилось, и у нас есть его замена. Где она? Сколько денег выделилось, я знаю, я не знаю, где замена его. А еще я могу очень много перечислять, наверное, штук 100 разных проектов, которые выделили очень много денег, но почему-то их нет. Ну, неудачи бывают всякие, просто в сети, допустим, вот то, что мы видим. Рутюб вчера. Кому нужен Рутюб, чтобы его DOS-атаками ложить? Вот кому он конкурент? Объясните мне. Я, может, просто не... Может, ВК его клала. Вот кому нужен Рутюб? Меня прям так умиляла эта тема. Я когда прочитал новости, я такой, что? Кто должен был заметить, что он лег, кроме новостей? Это еще одна такая информационная штука, чтобы нагнать туда трафика, как я понимаю. Типа, мало люди переходят, давайте еще так придумаем. Ну, я понимаю, еще на ВК нападать, но на них-то чего? На Субунтой тоже не все так просто. Давайте-ка рассудим, да? Я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Все? Что нам делать? Мне пришлось только... Опять что-то там надо делать. Не срослось у нас с заменой. Да почему срослось? Я уверен, что максимально эффективно были потрачены средства, и все. И все. Ну, как бы, по-моему, это стандартная тема, нет? Ну, что у нас анонсируют, потом очень классно, а потом вот так. Дуровский ВК работает, и все. И хорошо. Бывший Дуровский ВК. Конечно же, он в лучшую изменился сторону. Как там, Дуров, верни стену, да? Все это не важно. Важно то, что когда ты говоришь о замене, не надо говорить в перспективе. То есть, если либо замена есть сейчас, либо ее нет. Потому что жизненный опыт подсказывает, что если ее нет сейчас, ее вполне возможно и не будет как таковой. То есть, ты что-то убираешь, допустим, убирают YouTube, а замены ему нет. И все. А потом еще обвинят YouTube в том, что эта замена крякнулась, хотя они уже анонсировали. Я повторяюсь, меня больше всего умилило, что они анонсировали 1,5 миллиарда гигабайт, а это меньше, чем 5% от необходимого объема, чтобы перенести с YouTube то, что уже есть на русском языке. И ты такой, что? Так можно было? То есть, типа, вы переходите все с YouTube, но только у нас для вас только 1/20 место того, что вы уже потратили. Говорю, все это дело времени. Сегодня льют, завтра льют, я имею в виду трафик на эти платформы. А через месяца два будет видно, насколько вот это а-ля... Ну, конечно, это будут списывать на DOS-атаки, а по факту увидим, что и как будет работать. Я надеюсь, что работать будет. Потому что если не будет, это будет плохо. Для всех. Но, повторяюсь, скорее всего, я в ВК-группу... Я уже там начал удалять народ, уже 500 человек удалил. Чтобы меньше 10 тысяч подписчиков сделать. И она уже закрытая. То есть на нее уже не подписаться. Но там будут отзывы победителей, они остались. И там будет, возможно, видео, но мне кажется, что я наоборот закрою его скоро. К 1 ноября. Ну, потому что, смотрите, Huawei я туда не могу выгрузить обзор. Еще что-то там критичное не могу, еще не могу, не могу. То есть смысл мне делать обзоры, если рекламные, я туда буду выгружать, наверное. А не рекламные, я туда выгружать не буду. Почему юмор? Юмор это сарказм, это я не считаю юмором. Это Рутуб одноклассники атаковали? Вполне возможно. Вполне возможно. Делят сферы влияния. Да, отлично живет пока.
Нагрелся чуть-чуть. Ну, плюс-минус те же самые температуры. Даже меньше, видите? 39,2. Лицевая сторона должна быть 5 секунд. Но сейчас нет долбилки. Видите, я бегаю, бегаю, бегаю. Надо, чтобы что-то динамичное было. Чтобы он грелся быстрее. А я какую-то линейку прохожу непонятную. Довольно такую. Простую. Еще какой-то маг. О. А с тобой мы будем говорить, что ли? Куда он улетел? Посмотри символы. Они там все одинаковые, чего их смотреть. Не забываем прожать лайк, но, как я понял, 200 штук мы не наберем. По смарке. О, вы давайте еще не, пожалуйста, не пиарьте что-то, после чего люди потом получат кирпичное устройство. То есть решил, оно уже, его уже прихлопнули. У меня статистика России 20% осталось. То есть, если вы не совсем понимаете, то все, у меня уже нет российского. Если его заблокируют полностью, повторяю, что конкретно я выиграю от этого. Потому что эти 20% кто-то из них тоже останется на каких-то различных видах. Меня больше интересовало не YouTube России. Вы еще раз путаете теплое с мягким. Вот смотрите, есть большие каналы, они живут на контрактах. Да, для них важно жизненно, чтобы YouTube не оказался, как это называется, нежелательной платформой, чтобы продавать там рекламу, чтобы YouTube не заблокировали в России. И вот это вот все. А в моем случае, сейчас 5 секунд, я не совсем понимаю, почему у меня здесь ISO 200 2000. 5 секунд. Вот, все, и... Я повторяюсь, в мире 360 миллионов человек разговаривают на русском языке. Только 140 миллионов из них живут на территории Российской Федерации. То есть, чтобы вы понимали, русскоязычный сегмент – это как минимум еще две России. Кто-то из России имеет мозг и сможет смотреть, как сейчас смотрят, через DPI, собственные серваки и все остальное, как класть плитку на YouTube. Потому что в перспективе сейчас это уже замедляют, когда-то это будет запрещено. А Москву, Питер пока не трогают. Когда ее тронут, ну хорошо, я потеряю из этих 10% оставшегося трафика 10. Ну, буду дальше так же существовать, чего. Единственное, скорее всего, я говорю, я уйду с русских платформ, потому что они могут, вот они как раз могут принести большие проблемы с моим контентом. То есть на русскую платформу не проблема выгружать контент рекламный, но большая проблема критичной платформы, критичный контент. Мне много чего пишут плохого, и я, в общем, я не хочу проблем. На YouTube у меня нет вообще никаких проблем с тем, что именно я рассказываю. Есть у меня чек, купил девайс, все, рассказал, забыл. Врать я не вру ни в чем. А на российских платформах эти проблемы могут быть. Все. И это же не мне надо беспокоиться. Мне-то чего? Я говорю, мне хватит 30 тысяч просмотров, 300 тысяч просмотров в месяц. У меня сейчас после замедления их 2,5 миллиона, 2,6. И у меня уже осталось, повторяюсь, 20% трафика от России. То есть, ну, только каждый пятый технически определяется YouTube как русский контент. Все остальные определяются как нерусские. То есть замедление уже убило YouTube. Я об этом пытаюсь просто очень давно сказать. Все такие, вот, когда его полностью закроют. Ну, когда полностью закроют, закроют. Просто если у вас нет конкретно проблемы, я говорю, у 4 из 5 человек, кто смотрел меня до этого, проблемы есть. И они либо решают ее через 3 буквы, либо не смотрят YouTube. Все. Следующий будет, скорее всего, да, Twitch. Мне так кажется. Потом Телега. Или сначала Телега, потом Twitch. Посмотрим. 90, да, 1,5 часа ровно в игре. High Orbit — это не мой канал.
Он зарегистрирован не на российский номер, не в российском сегменте, страна не Россия, AdSense не русский. Как бы сформулируй мне, почему заблокированный YouTube, как ты правильно говоришь, его заблокируют, сделают сейчас нежелательной платформой, нужно отмечать в России, если канал вещает не на Россию, сформулируй. Не, может, я чего-то не понимаю? Типа CNN, BBC и все остальные, которые на YouTube вещают, тоже будут регистрироваться в России, потому что что? Очень странно. Почитай закон, кого это касается. Я, конечно, могу попросить человека, на которого зареген канал, чтобы он попытался каким-то образом себя туда записать, но он не русский. Русский, еще раз, это общее заблуждение. Русскоязычный YouTube это не только Россия. Это 300 с лишним миллионов человек. Это в 2 раза больше, чем Россия. Не забывайте, на русском языке очень много людей вокруг говорит. В мире. Очень много. И смотрят контент на русском языке очень много людей. Почему все думают, что только в России разговаривают на русском? На английском же тоже не только в США разговаривают, и не только в Великобритании. Сейчас я вам прикину, кстати, сколько. Минимум 260 миллионов. Ну, а на наречиях 360. То есть плюс-минус. Да, и Ичиро. Я вообще не про новости. Я сейчас рассказываю про YouTube. Беспокоиться, почему я ну, смысл мне в ВК регистрировать и делать его, если я не могу выгружать на туда контент, тот, который я хочу. И плюс это занимает очень много времени, плюс надо что-то как-то регистрировать. Мне проще сделать канал меньше 10 тысяч, он на меня. То есть ВКшный канал мой, на мое имя, на мой номер. И все. И он уже закрытый, туда уже не подписаться. Я же в этом смысле максимально открыт даже перед вами. Разве вам не интересно? Я говорю, это именно так и работает. Дали монетизации, вот, ну, опять же, у меня раньше утрированно, так как канал на Россию был через AdSense русский подключен. Хотя канал не русский, но через русский AdSense. AdSense это кошелек, чтобы вы понимали. Вот он как раз важно, на какую страну был зарегистрирован. Сейчас канал не на русский кошелек, русских кошельков не существует, не российский. Да, налоги раньше платили с него туда. Теперь налоги будут платить в другой стране с него. И смысл его регистрировать там, где не будет контента. То есть YouTube сейчас закроют, об этом все говорят. Но они его уже закрыли. Просто, наверное, рассказ про то в основном, что его уже закрыли. Вы просто не заметили. И все. Может, я уговорю человека зарегистрировать, но мне очень странно, как это такой специфический момент, как его можно и нужно будет регистрировать на иностранца. Я посмотрю закон. И пока еще непонятно, как это работать будет. Понимаете, это примерно так же, как было с законом о рекламе. То есть сейчас мы маркируем все на всякий случай. А до этого можно было ничего не маркировать. Ну и непонятно было, как это будет должно работать. Так, встретились. Чего? Дальше что? И дальше что? И дальше с кем? Или надо все вот это вот посмотреть? Содержание, процесс сбора. Какая-то лабутень тут. Слишком много всего. Заберите награды от тропа адапта. Окей. Неизвестно, как оно будет. Будем видеть позже. Вот. У меня тут шторм начался. Вам какая разница? Все, кто... Контент не... Вопрос, наверное, основной для меня, как для вас, для зрителей. Мой контент не поменяется.
Он не уменьшится в объеме, и минимум еще 2 года я вот также буду разговаривать и рассказывать о разных железках. Вот. Если вам не нравится мой подход или вас беспокоит регистрация чего-то там, вы пишите, но просто на данный момент я вам рассказываю всю историю в принципе. Как это все происходит. И все. И все. Как, где и почему. Так, сначала надо проверить распознавателем. Тоже что только не придумают, да? Так, а сколько вот тут мне? О, ничего ж себе. Смотрите, как много повышалки для всего. Вообще, а вот это интересно, а почему? Ну ладно. Разбор. Так, сущность вытянуть. Массовое извлечение. Вообще ничего не понял, но очень интересно. И улучшить. И почему ты не улучшал никогда вот эти вот штуки? А, ничего не понимаю, что я делаю, но однозначно что-то важное. Нет, никаких политических моментов, вообще ноль. Вообще ноль. Это чисто из-за... Ну, смысл мне встревать, вот смотрите, еще раз повторяюсь. Мне ВК не дает просмотров вообще никаких, он дает показы. То есть технически я, получается, делаю обзор, и потом трясусь из-за того, что у меня там тысячи моих подписчиков, которые также могут в телеге или в ютубе меня посмотреть, меня посмотрело. И потом мне пишут чертову тучу людей, продавцов тех же Huawei для примера, и обещают меня найти, прибить и т.д. и т.п. Когда я делаю это на ютубе, никто мне ничего не пишет. Когда я делаю это в ВК, такое ощущение, что там просто... У меня на Бусти давно канал есть. Вот. На Бусти у меня уже очень давно канал есть. То есть овчинка выделки не стоит. Есть у меня основной канал на Ютубе. Разве это плохо? Я что-то по-другому там рассказываю? Нет, нет. Вот. Зачем мне дублировать? На Дзене есть канал. Вот опять же, про русский сегмент на Дзене есть канал. Тапок, так с чего? Я вам даже больше скажу, у меня никогда не было и нет в планах менять гражданство, получать ВНЖ, еще что-то. То есть моих профессиональных качеств в других сферах хватает для того, чтобы у меня были магические бумажки с карточками и всякой штукой, что я могу очень много где перемещаться без проблем. И мне везде рады. Не по причине Ютьюба. И когда-нибудь, может, о чем-то я и расскажу. А может быть и нет. Вот. И я не нарушаю никакие виды законодательства. У меня нет... У меня в России госуслуги. Я плачу очень много налогов. Я говорю, делать из меня чувака, который... Если я вне этого, это не потому, что какие-то события. Посмотрите 7 лет назад стримы мои.
было то же самое. То есть у меня ничего не поменялось. Стоп. Два смартфона. Подождите, почему-то отрубилась камера. 5 секунд. Подключить. Эта камера видна. Это другая отрубилась. 5 секунд. Все-таки не вывезла она. Ладно. Это не перегрев. Это он, получается, быстрее разряжался, чем заряжался. Ладно. Игра идет все равно. Ты что же не играешь постоянно, правильно? Когда играешь. Поэтому, как говорится, во всем есть свои плюсы. Посмотрим как раз, насколько ее хватит. Игрули этой. Раз, два, три, все. Опа. Не упал. Хорошо. И 5 секунд. Вот. Так что мое мнение о железках будет еще много лет вас преследовать, если вам это интересно. Подобные тесты и все остальное. Вот. Возможно, я начну обзоры грузить в телегу. Но по мне это изврат. И говорю, мне кажется, что еще и телегу забанят. Поэтому начинать эту практику тоже такая сомнительная штука, понимаете? Special One, у меня вообще комменты отключены. Мне в личку пишут. Я говорю, и никаких проблем от YouTube у меня не было. А вот от ВК очень много. Мне этот негатив не нужен. То есть, если про YouTube у меня бы были, ну, какие-то там негативные моменты бывают, я понимаю из-за чего, 2,5 миллиона просмотров, то там сколько? 10 тысяч показов, что ли? Ну, то есть, у меня нулевой прирост по подписчикам, по просмотрам, по всему. Просто чертова туча негатива. Ради чего? То есть, ради чего мне переходить на платформу, которая во мне не заинтересована вообще никак, как в контент-мейкере? У них даже раздела нет с техникой. То есть, Рутюб хотя бы сделал раздел с техникой, у тех вообще даже его нет. Ну, вот вы делаете что-то, не знаю, там, и потом вы приходите на рынок, и все продают там отдельно отдел есть. Хлеб, мясо, курица, а вы делаете, не знаю, мороженое. А в другом гипермаркете даже отдела мороженого нет. То есть вас не просто, ну, вы не нужны. В ВК не нужны технообзорщики. Там нужен Вилса и Розеткет, и вот все, что должно быть. А остальные не нужны. Что здесь происходит вообще? Куда мне идти? Куда-то бежал и не прибежал в итоге. Бюджетная камера для фото. Что такое бюджетная для вас камера? D3120 за 10 тысяч рублей посмотрите на Авито. Достаточно бюджетная. Не бей меня. О, рука. Это типа я должен здесь что-то найти. Наверное. Мама, ты где? Понятно. Сюда какой-то след. Вот тут уже интересно, так что-то бегаешь, ищешь. Но еще раз, по мне это тоже развлекательный контент, поэтому считать, что это не развлекательный контент, тоже такое себе. Так что мне надо найти, да?
Ага. Притом что-то здесь надо найти. Это хорошо, что только здесь. Замки-то строили какие себе, да? Все на простом народе. Топ-аппарат за 19 однозначно. Но лайки говорят о другом. Если топ-аппарат, ставим лайки. 200 лайков еще нету. Так, и куда дальше? Леорик слишком занят, чтобы наслаждаться жизнью в Трестраме. Похоже, его что-то тяготит. Он не может обрести покой. Я за него тревожусь. Во сне он без конца ворочается сбоку на бок. Он часто не отвечает мне. Когда я к... Когда я что? Ну, ладно. Ну, так уже худшее случилось. Я говорю, это ошибка выжившего. Если у вас есть, работает интернет, у основной массы людей в России интернет, YouTube не работает. То есть то, что вы сейчас смотрите, это просто частность, это не закономерность. Как-то ты сказал... Нет, я говорил про Диму Вайпера. И я развлекательный блогер. Дора-Дора, ты опять меня не слышишь. И опять блог по простой причине, потому что вы извращаете мои слова. Я очень-очень хорошо слежу за своими словами, особенно когда я говорю про других блогеров. Но, опять же, люди очень любят их переиначивать. Куда мне бежать вообще? Сколько можно вот этого вот делать? Никто не говорит, где мама. Пару дней назад садовник сказал мне, что она уехала по делам. Тогда почему она не взяла меня с собой? Ее уже давно нет. А отцу, похоже, все равно. Он больше со мной не разговаривает, только кричит. Что-то здесь плохое произошло. Мне кажется, мы уже весь оббегали этот замок. По-моему, это первый раз, когда я в Диабло не могу что-то двумя кликами пройти. Меч. Вот Грей, он, по идее, он через мобильный должен работать, YouTube, а через домашний не должен. Говорю, так бесит, когда путают. Когда я говорю все время, цитирую, хлеба и зрелище, что я как раз про зрелище. Ну, пам-пам. Все, мы все победили. Чудовище пострашнее. У большинства граждан Российской Федерации на данный момент не работает YouTube вообще. Поэтому вопрос о блокировке YouTube, который у меня спрашивают, его уже заблокировали. Просто, скорее всего, бы в том регионе, за который боятся отключать YouTube. Или у которого по-другому, правильнее сказать, хорошо, работают серверы. Так, чего нам надо делать?
Туда мы сбегали, сюда мы сбегали. Здесь мы все посмотрели. Здесь еще раз что-то появилось уже на балконе. Да. Я быстро дочитаю. Однажды на свет родился мальчик без лица. У него не было ни глаз, ни носа, ни рта. Но семья все равно его любила. Мать любила его красивые волосы, отец ушки на макушке, а старший брат его милый характер. Но мальчик все, наконец. Наконец у нас уже есть метро. Куда надо бежать? Бесконечная игра, просто бесконечная. Я говорю, мне кажется, ее GPT-чат генерирует. Что невозможно так написать. Не забываем прожать лайк. 200 почти набили. 193. Победим Samsung вчерашний. Андрей, так уже как? Просто уже, потому что... Я даже не буду говорить почему. То есть, как бы... Я не из тех людей, которые... Я вообще считаю, что никаких там петиций на Change.org не надо. Ничего не надо. Пусть все будет, как будет. То есть, как бы... Чтобы что-то поменять, надо достигнуть в определенном смысле определенной точки. Всем. Ну и вот эта точка, да, это точно без YouTube должна быть. И главное, чтобы остальные платформы от этого не пострадали. Но, скорее всего, и они пострадают. Но об этом уже позже. Возможно, самая плохая идея, это что YouTube временно реально замедляют. Пару месяцев какие-нибудь штуки сделают, которые им надо, и потом он будет нормально работать. Я думаю, все прекрасно безмолвно понимают, зачем нужно сейчас замедлить YouTube, чтобы потом можно было включить. То есть на какое-то время ограничить, а потом можно уже будет врубить. Ничего страшного не будет. Главное, чтобы в определенный момент он не работал. В нужный момент. Ну и плюс понимать, что ты в любой момент можешь его отрубить. Довольно удобная штука. Без последствий, самое главное. Ну, главное, интернет работает, пусть он подтормаживает. Там, не знаю, несколько миллионов человек уже научилось пользоваться DPI и VPN, и платным, и не только. И сервакин люди учатся поднимать сами, очень многие. Надо было это им, хорошо. Кто от этого выиграл? Ну, я не знаю. Если не отрубать полностью интернет бензопилой, то, наверное, люди, которые обучились чему-то новому. Потому что обучаться новому – это всегда хорошо. Какая вообще мутная вот эта вот тема, надо идти в какое-нибудь подземелье. Потому что так мы разряжать часов 8 его будем такими темпами. Очень медленно и мучительно. Пусть перенаправляют. Какой аудитории? Вот кто это смотрит? Проще на ОРТ, РТР просто на телек перегнать и все. Прыгаем. Куда-то мы бежим. Войти. Ну и наподобие это создано. Просто вопрос в объемах, нагрузке и людях, которые в этом заняты. Говорю,
Сколько у меня знакомых операторов уже. Ну, говорю, это все, столько людей потеряло уже работу. Это кажется, а у них есть семьи, у них есть дети. Они, в конце концов, налоги платили. Притом с ресурса, в который не надо ни копейки вкладывать. Хочу отметить, на секундочку. Но, опять же, это все нытье бесполезное. Не бойся, ной, я тут. Не бойся, ной, не ной, я тут. Чего тут беречься? О, штука выползает. А, нет. Защищаем мальчика. Все норм. Не дрейфь. О, там какой-то тип еще живой. Ничего ж себе их тут прибежало. О, какая-то штука выползает. Ну, запрещенный Инстаграм уже заменили, сейчас и YouTube заменят. Просто сюр. Просто сюр. Сам себя осуждаю замещением. Так. Надо идти в эти уже. Как их называют? Сейчас еще проверим, сколько процентов заряда, кстати. Куда дальше? 7, 6. Ух ты, ешки. Не успела осмотреть. Горожан. То, что осталось от горожан. Так, а что там вниз? Подожди. А, там нет ничего. Норм, YouTube на мобильный график через Wi-Fi, VPN. Тоже все летает. Говорю, Питер, Москва — это ошибка выжившего, друзья. Ну, вы же не Россия, не только Питер, Москва. Плюс количество операторов связи еще, которые вы можете выбрать. Не знаю, все, кто у меня в Питере сейчас, говорят, что с мобильным интернетом сейчас не фонтан. Может, я чего-то... Им не везет с операторами, в основном это Мегафон и МТС. Может, какие-то сейчас операторы другие больше рулят. Не реклама Мегафона и МТС, как вы понимаете. Кого-то мы освободили. 20 минут. Зараженные. 37 секунд. 35 секунд. 30 секунд. Надо туда бежать. А, надо пожрать, надо. Но не сегодня.
Ну вот, я же говорю. У кого-то работает, у кого-то нет. Альбрехт. О, ничего себе. Даже жизни частично меня сняли. Мне вот интересно, я по основной линейке сейчас иду или нет? Прям безумно интересно. Что у меня есть такое ощущение, что я просто бегаю, непонятно, что делаю. Да с чего? 10 лет можно и за год, если бы мы все оборудование продавали. Вопрос просто еще в продаже оборудования. Это же не все так просто. Так, мы так и не решили, сколько мы уже играем. 2 часа? 2 часа 58%. То есть 40% он съел. И, скорее всего, по процентам, по яркости 620, 570 также люксов. По экрану 40,5 градусов. У нас эталон 44 градуса Puro 70 Pro, 40 градусов. Diablo ЕКБ. Пока все шустренько. Да, и довольно забавно рассуждать здесь. Мы же на YouTube здесь встречаемся, значит, все норм. Значит, 100 человек из аудитории моей могут дойти до YouTube. Это уже хорошо. Беготня-то какая. Без остановки просто. Еще бесконечно. Ёшки. А, это в памяти, я так понимаю. Догоняем, догоняем, догоняем. Догоняем, догоняем, догоняем. У меня мурашки, все будет норм. Ух ты, ёшки. А, это 1,6 миллиона. Я почему-то думал, что 14 миллионов. О, ничего себе. А, это типа, я понял. Прикол в том, что 80 метров. Очень сложная какая-то схема с этой историей. Единственное убежище от страха — смерть. Где страх? Зарубалова база.
Андрей Кореш, спасибо. Топ смартов с eSIM точно не будет. Очень специфическая штука. Вы очень хотите, чтобы я сказал Huawei Puro 70 Pro? Мне написали, почему ты нормально не рассказал, что он классно фотографирует, что у него есть eSIM. Я об этом говорил. Ну и классно, понятие растяжимое. По мне нет. 30, 20, 15. Есть. Телепорт. X. Где панический ужас? Я что-то не понял. Туда-сюда. 25 метров. Да очень много всего есть. Верно, спасибо. Выглядишь скверно. Чаще всего я это именно и читаю на ютубе, что я выгляжу скверно. Азмер. Валу Диабло немало ресурсов кушает. Диабло вообще нормально ресурсов кушает. Она мало ресурсов кушает, когда у тебя яркость не очень большая. Так, а чего мне делать дальше? Трампский собор. Да, почему датчик приближения тот же, я не знаю. Не ко мне. Все? Нет, не все. Я не сру, только Диабло. Я в остальное 5 часов играть не могу. Говорю, есть много блогеров, у них много смартфонов. Я сейчас без сарказма говорю, но это просто физически невозможно мне все игры проверить на всех смартфонах. Просите их, чтобы они на стримы тоже проводили, и все. Если, допустим, у кого Huawei позволит. Или Honor, у кого Honor. Мне кажется, когда буду делать на Huawei подобный стрим, народ будет: да ты достал уже с этим Huawei. Или на Honor. А я Honor по-любому буду гонять. Скорее всего, завтра. Но не факт. Как у кого день проходит? Как выходной? Ой, я, кстати, даже не поделился стримом. Прикиньте. А, нет, поделился. Все норм. Думал, не поделился.
Все отлично, готовлю обед. Ну вот теперь я есть захотел. Смотрите, как классно он бежит, да? Когда у тебя максимальный левел, у меня 100-й левел. Помните, вчера я рассуждал такой, как у них 144-й левел? Теперь я начинаю понимать. Собираю гардеробную. О, о. Я бы тоже хотел свой дом. Но я говорю, у меня сейчас переломный момент, и через 3 недели я поделюсь с вами. Если все будет хорошо, то я думаю, что... Даша, привет. Пара дней пути. У меня нет пары дней пути, типа. Это режим раб. Ой, ад. Раб. Все, в укрытие. Тут сюда они, конечно, тоже демоны не дойдут. Так, что дальше? А, теперь куда-то в другое место бежать надо. Кнопку не нажать, ладно. Нет, не моя квартира. Я тебе даже больше скажу. Я сейчас скажу, ну, опять же, взрослые люди старше 40 здесь есть, нет? Я каждый раз обещаю сделать ролик о каких-то своих наблюдениях, именно финансовых, но думаю каждый раз, что это никому не надо. И поэтому говорю об этом только на стримах. Вот если вам интересно, то сейчас плюсик поставьте, что вы старше 40 и интересно мое наблюдение. То расскажу. Потому что многие посчитают это понтами гнилыми. А это не понты, это вот просто бытовуха такая. Для многих взрослых людей. Ну вот смотрите, я когда сюда заехал, данная квартира стоила 8 миллионов бат. Это 18, 16 плюс. Ну, в общем, 22 с лишним миллиона. 21-22 миллиона рублей. А через год квартира стала стоить 6 миллионов. Сейчас я знаю, что она при стройке была 5,5, и она уже разваливается. Рядом у меня есть два здания, таких же огромных. И там квартиры не стоят ровным счетом ничего, то есть ноль. Потому что здесь в жарком климате жилье не как в Питере, Москве дорожает, а оно дешевеет, притом семимильными шагами. Есть кондика парочку, в которых, ну это называется небоскребы так, в которых цены держатся, но основная масса, ну опять же, они держатся за счет, извините, глупых людей, которые не понимают, что эти штуки ничего не стоят. 5 секунд. Почему-то сбросился ISO, ISO точнее. Вот, так вот, максимально невыгодно покупать в Азии, и по тем деньгам, что я сейчас здесь снимаю, я могу здесь жить 47 лет. И, ну, за 47 лет, вот даже за 2,5 года я когда-нибудь сделаю обзор на свое конто, что с ним произошло. Но оно разваливается. И оно разваливается не в плане, там, у меня стена в трещинах, это все мелочи. Прям у балкона куски скоро будут отпадать, потому что влага плюс ветер постоянный, они очень быстро разрушают любое здание. И здесь как автомобили приходят моментально вообще в какой-то трындец, если за ними не следить. Примерно так же приходят в негодность абсолютную здания. Потому что полгода в году без остановки дождь, ветер и соленая вода, а полгода в году постоянное солнце. Вот, и ветер с песком. Ну и, соответственно, супромат никто не отменял, а здание, если у нас там, не знаю, крышу подлатать, еще что-то, то здесь это просто жесть.
Опять же, это вижу я. Но косвенно это доказывает то, что у меня сейчас есть некоторые знакомые, там, допустим, представители Китая, которые я знаю, что покупали, они, ну, мы уже разговаривали, покупали данные квартиры для того, чтобы продать дороже, и в итоге они в них живут, потому что продать вообще не смогли. Вот. Другая особенность, здесь, допустим, нельзя покупать на себя дома, а дома разваливаются вообще моментально. У меня есть знакомый, который купил за 42 миллиона бат, 100 миллионов рублей дом, и он не то, что его сейчас продать не может, он каждый день его ремонтирует. А ремонтники здесь очень плохие, очень дорого, бухают, ну вот, если мягко сказать, это все просто очень плохо. И в России обслуживать дом очень дорого, если не самому. То есть там ремонтники, садовник там раз в неделю, еще кто-то, охранник. Здесь это вообще жесть. Плюс ты на себя не можешь это оформить. И вот таких заброшенных, ну вот кондиков, то есть многоэтажек очень много, заброшенных прям в нуле. Здесь же воды, допустим, водоснабжение привозят воду, закачивают в дом. И люди, которые, типа, сейчас скажу, как этот Кудрявый, который продает тоже в Таиланде квартиры. Короче, это все разводняк. Все, что вы видите в интернете, купите дистанционно квартиру в Таиланде, это просто лютейший разводняк. Лютейший. Даже если ты приезжаешь сюда, и вот ты живешь какое-то время, я знаю нормальные кондики, и в интернете ты можешь купить у русских квартиры за 3 миллиона. Если ты зайдешь в этот кондик, ну вот в это здание, и откроешь либо запрещенную сеть ФБ, либо в кондике есть объявление, там ты купишь его за 1 миллион 200 тысяч бат. То есть наши навариваются на своих в 2 раза с лишним, минимум. И опять же, даже купив за 1 200 000, ты не продашь его. Вот. Свой дом огонь, но это очень дорого. Очень дорого и очень тяжело. И очень дорого и по времени, и по силам, и всему остальному. Да, Варламов. Если бы вы видели дичь, которую они продают, Джамтьен, допустим, в Паттайе, это самый днищенский район. То есть, понятно, многим он нравится, но достаточно пообщаться с людьми, которые живут именно в Таиланде по 20 лет, они расскажут, что север дорогой район, здесь лучше канализация, здесь дороже магазины, здесь нет баров, здесь нет муравейников. И, то есть, ламбы, мерсы, вот это вот все, здесь публика безопаснее. На юге эконом-класс с муравейниками, как у меня в Мурино. Вот. Они продают там а-ля в премиум желе, которое априори не может быть в этой дыре. Ну, потому что там красиво для девушек. Ну, говорю, это столько особенностей. Я смотрю на этот разводняк. По поводу домов, вот столько заброшенных кондоминиумов, я сейчас объясняю. То есть здесь выкупают земли, для примера, ну, русские в том числе, то есть русская деревня здесь есть, а-ля, так она уже на 30% только заселена, потому что 70 оттуда свалило. Так как дома разваливаются, это безумно далеко от любой цивилизации, и далеко от моря, и смысла ну, короче, очень много подобных вещей создано просто для того, чтобы продать иностранцам. Иностранцы приезжают, покупают, а потом уезжают. И все, это жилье никому не надо. То есть экономика свои деньги получила, люди построили, люди купили и дальше в другом месте также строят. Нет, ну за это мне реально могут что-нибудь отвернуть, если у меня ролик зайдет, понимаете? То есть тут такой бизнес прям, бизнес-бизнес. Я не считаю покупку кондика глупой, но это не та покупка, как в России, когда ты покупаешь жилье и нет квадратных метров, которые я бы купил, и не стали дороже в долларовом даже эквиваленте, не говоря уже о рублях, не говоря о земле. Здесь все по-другому. Я ничего не понял, он мне что-то сказал. Ничего не скажу. Вот у меня MacBook стоит, я его как мебель купил, получается, и все. Непонятно зачем. Как резервный. У меня ноутбук один резервный, один MacBook резервным. Я на нем чуть-чуть помонтировал, и все равно работаю на компе. Удобнее компании это ничего, если у тебя есть комп. Не забываем прожимать лайк и подписываться на канал с колоколом. Вот, короче, все эти покупки квадратных метров за рубежом, это очень специфичный момент. И, допустим, в Японии, когда я был тоже, были
Получается, один небоскреб зашибись, точнее, два хороших было из тех, что я жил. А один, хотя он прям премиум и находится в премиум месте, у него с кондиционерами какая-то беда, то есть там дышать невозможно вообще. И вряд ли когда-то будет. И ты вот можешь купить в подобном жилье и просто люто страдать. Потому что от тебя ничего не зависит. Это тебе не многоквартирный дом, в котором ты поставишь кондиционер и все. Очень много специфичных особенностей у этих штук. Ну и, соответственно, ценники просто конские. Вкладываться, проще говоря, вкладываться, чтобы выиграть на этом что-то, я точно не советую. Чтобы сохранить, приехать надо и самому оценить для себя, стоит это того или нет. Так. Меня уже достало по линейке, если честно, идти. Но надо идти по линейке. О, хоть какой-то босс. Слава всему. Это вообще босс? Нет? Нет. Не босс. Это какая-то лабутень. Недобосс какой-то. Нет. Это сарказм, чтобы типа никогда не продать его? Нет, спасибо. Вот что-что, а дом я точно покупать не буду. У меня есть знакомые с домами. Но у них просто вот утрированно, прям в прямом смысле, лишних 100 миллионов. И все. И при том, что они купили несколько квартир на всякий пожарный. Так, и чего? Подождите. Но квартиры они продать не могут теперь. Что мне делать вообще? Ад. Я в курсе, что я в режиме ад. Сколько здесь карт вообще? Сколько? Сколько десятков карт здесь? Можно сделать задание. Еще раз. Южная карта. Еще какая-то карта. Потом постепенно начнем разбираться. Так, основное. Сломленное сопротивление. А что там написано? Почему я не могу ее выполнить? Вы прикиньте, я еще даже не полностью выполнил. Нет, все полностью. Не-не-не-не, стоп, 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 стоп. Подождите, я хочу понять вообще, что мне делать. Выполните поручение. Понятно. Найдите Ларика. Ну окей, побежим туда. Но он, я думаю, 5 часов точно отработает. То есть радоваться от того, что он 3 часа. У нас 4,5 часа отработал Samsung S24 Ultra, на секундочку. И в последний час я включу FPS-ку. Ну или там 30 минут, 10%, когда останется. Все. А что мы там передать ему? Передать предметы. Какие-то предметы мы ему можем передать. Все хорошо. Опыт. Через час игры пропал интернет. В выходной можно. Но опять же, у меня это тест. То есть вот, я не знаю, мне кажется, что это прям интересно. В перспективе увидим, насколько это интересно. Вот. То есть, если народ будет смотреть, на Samsung чуть-чуть досмотрят. Я думаю, на это тоже должны смотреть, по идее. Так, единственное, чего забыл, это я не включил монетизацию. Свои $0,50. Так, а чего здесь? Здесь какой-нибудь босс по-любому. Нет, нет босса. Нет босса. Босса нет. Пока живчик. Да, пока да.
Пока однозначно живчик. И что, и куда нам идти? Какая-то штука. Куда он идет вообще? Спора. Да, это хорошо, я выбрал игру. Она бесконечна, как PUBG New State. Просто бесконечно. Вышла из берегов. И... Куда-то мы добрались. Но это интересно, вот только унылая игрушка. Опять же, здесь зависит от психики. Во что вы в 5 часов сможете играть? Да, она просто однообразна, потому что, опять же, в Диабло ты... Ну, не знаю, не, в Диабло я мог играть долго, как таковой. Нейвер. Какие штуки интересные. Ну, смотрите, у меня даже жизни поклевало чуть-чуть. Очень непривычно. Опять этот, что ли, туда же? Как и в чудовище, которое под воду забирало? По тому же принципу? Это хоть не то же? Надо в эту, в развлекашку, которая много этих, много волн. Мне интересно в эту игру играть, я же повторяю. Понятно, что есть ощущение, что мне неинтересно, но мне интересно. То есть я люблю все эти. Больше голды, больше апа. Понятно, что я там толком не читаю ничего сейчас. Но в первую очередь, потому что рассеянное внимание. Короче, я не думаю, что я бы мог играть. Я знаю, что я бы не мог играть 5 часов во что-то, если бы мне было не прикольно. По-своему, мне прикольно. Пожиратели страха. Есть. Все, промотивировали. Это твой долг. Делать обзоры. Джеффри. Так, куда дальше? Ну, можно попробовать тестить в PUBG. Я не могу играть в PUBG 5 часов. Вот не могу я. Наверное. Может, смогу. Но пока я хочу вот в это поиграть. Когда будет лень, тогда поиграю. И... Ёшки. Как же далеко надо бежать. Опа. Надо 4 игрока, чтобы открыть. Никто не приходит. Ладно. Александр, да. Да. Мне, кстати, стали сны сниться почему-то. Вообще непонятно почему. Сегодня я даже помню. Но все это мелочи жизни.
На дальних в игре прикольно. Ну, я не знаю, почему я мага выбрал. Я вам мага выбрал, потому что максимальное количество эффектов от него, понимаешь? Вот. То есть у него там... Понятно, что от лучницы тоже их будет много. Так, и чего? Он повис? Все, мы дошли до места, где он повис. Или нет? Может, здесь все... А, вот. Все, телепортнулся он туда. Подвис, но телепортнулся. Все. В общем, матрица. Уже со всеми просто. Здоров, народ. Стример, привет. Что за телефон? Poco X6 Pro в названии, видишь? О, как быстро его съел кто-то. Оружейная. Угу. Я еще пока до этого не дошел, видите? Никаких комплектов я не собираюсь. Не собираю. Ну ладно. Так что еще здесь бесконечная, мне кажется, тема. Куда-то бежать надо. Я хочу в Вестмарш и проходить вот эти вот задания. Сейчас покажу, какие. Ладно, в топку. Сейчас пройдемся про этой штуки, а потом уже в дополнительные задания забежим. Угу. Да, анимашка у всех одинаковая. Испортить оружие. Ну-ка. Несешь себе лазером. Матрица. Точно не, не Red Magic. Рог, да. Red Magic нет. Red Magic хлам для игр. Ну, он для Вилса норм, чтобы заработать. Что он оставил же, потому что он красивый, без единого теста. С подэкранной камерой. Ну, или для продавцов. Ну, точно не Red Magic. Почему? Великолепно эти отрабатывают пока. Кстати, вот этих типов можно тоже вынести. О, во, фиолетовый, не зря сюда зашел. Фиолетовый всегда прикольно. Не как маленькие боссы. Так, и, по-моему, опять перепутал миссию. Ну ладно. Какую-то миссию я выполняю, главное.
То есть я до этого дьяволов всяких гонял, а теперь людей, что ли, шугаю? Тоже нехорошо. Людей и так мало. Демонов больше. Ну ладно. Неправильно это все. Может быть, ты просто как-нибудь купишь Poco X6 Pro или еще какой-нибудь смартфон и будешь весь день играть в Diablo. Потому что этот смартфон ты не выиграешь. Я разыгрываю только новые смартфоны. Мгм. 46. Половину мы отстреляли. Половину мы смогли осилить. Так, и чего дальше? Одиннадцатый или у меня Samsung, я в PUBG играю. Хорошо. Это ж хорошо, нет? Зачем вам-то идти туда? Я могу просто зайти и все. Всех победить. О, ничего ж себе. Крутой стражник. Почему вы все обречены? Он еще живой? Живой. И апогей. Можно продать High Orbit. И купить Poco F6. Хотя не факт, что он лучше будет и дешевле для ваших целей. Зажгем две жаровни. Ей. О, есть какая-то нездоровая штука. Всего 400 тысяч у него жизни. Ладно. Так, сколько? 7 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, 7 секунд не хватит. Все. Штуки ползают. Все.
Как-то подглючивает уже игра местами. Наверное, никто так далеко не проходил. Диабло игра. О, опять в какой-то штуке кровавой. Ну, к боссу можно прийти просто и все. В буре осколков. И... О, мы 200 лайков разменяли. Круто. Почему свет жжет меня? Не знаю, потому что ты вообще непонятно, почему у тебя так мало жизней. Вот теперь у тебя... 189 тысяч. Все равно непонятно. Там было 10 миллионов у типа. Еще что-то происходит с ним. Когда залипла анимашка, да? $50, 30. Да какой свет? Как стись. Типок. Или ему добавляют все время жизни. Ничего не понимаю. Какая-то агония постоянно у типа. Ну, на мобиле много всего. А с этим чего? Ужас грядет, отлично. Сколько можно расслабляться, да? Без ужасов. И где? Это типа нужно пугаться. Потому что руки. Угу. И... Все равно ничего не понимаю. О, крутой меч. Не, такой же. Вообще все то же самое. Ну ладно. Ну, уже 43%. Но это как-то он очень долго ест аккумулятор. Что и требовалось доказать. 5 часов, да? Сильно. Очень сильно. Там есть ад 1 режим, наверное, есть ад 2 еще. По идее, потом. По логике. Плохо, что здесь нет этого треугольничка, чтобы он сам бежал. Что-то какие-то задания без треугольничков. Опа. Пропустил. Сколько ж тут бежать надо. Но по карте получается, что мы здесь уже бегали. Так а мы можем телепортнуться, нет?
Зачем я бегу, если можно делать телепорт? Да, не особо разумно. Все. Так, магазин, понятно. События. Надо в событиях проходить чего-то. Тропогения. Набрал. Всего чего. Так, дальше. Что это такое? О, кстати, вы обратили внимание, у меня же здесь получается... А, здесь и нет, наверное, возможности вставить. Инкрустировать есть? О, инкрустировать есть. Или только один можно? Дополнительный самоцвет. Или нельзя? Древний портал. По твоему классу относится к бюджетникам? Нет, это средний бюджет $200. Просто низкий средний бюджет Poco X6 Pro. Потому что, опять же, то, что он опустился ниже 200, это просто стечение обстоятельств. По факту он реальный конкурент какого-нибудь там... Почему вот не добавить? Ну ладно. Permissions. Ну ладно. M-серия типа бюджетная, X средняя, F выше средней. Да, ну опять же, у Poco нет флагманов. То есть, то, что у них есть, это при любом раскладе субфлагман. Poco F6 Pro. То есть, его флагманом тяжело назвать. Он хороший смартфон, но это не флагман. Так же, как серия T. Она крутая, но это не ультра. И у них есть такое понятное разделение по девайсам. Надо сюжеты проходить. Двадцать пять. И вот, ну вот здесь он грузится больше. Прям однозначно. Все, 50 не успею. 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 Успею, нет? Новых? Нет, не успел. Ну ладно. Новых типов не встретил. Тоже не особо сейчас актуально это все. Да, Poco F6 плюс-минус такой же, как X6 Pro. Ну, он помощнее, камера поинтереснее. Нет, у Poco X6 Pro прям печальная камера, давайте не будем.
Очень печально. Кстати, я все время забываю, я вчера протестировал еще раз Pixel 8a, и там все плохо на автономность при съемке. Не на автономность даже, а по сбросу FPS. Надо не забыть скинуть в телегу в личную. Скрин. После стрима сделаю. Если кому не лень, напомните. Что я вчера после стрима 5-часового забыл просто. Ну, вероятность выиграть очень низкая. Там Ник Либро выиграл, который 4 года меня смотрел. И он прям очумел в прошлый раз. Я вообще говорю, в 99% случаев я, наверное, всех знаю. Потому что еще непростые условия. То есть это кажется, простые условия. Ты там подписался на канал с колоколом, оставил комментарий с телегой скидок. Больше 5 слов. Но многие же этого не делают. И в итоге получается реально за розыгрыш там 100 человек, которые условия выполнили. Но это уже вероятность довольно высокая. Все. Где разборщик? Антон Пликан, хорошо, что вы так считаете. Расскажите об этом Huawei Puro 70 Pro, которая показывала 44 градуса у экрана во время игры в это дело. Так, и к чему это все? Так, открыто тропогения, понятно. Мне вот интересуют больше вот эти вот штуки, события. Получить. Нет, расскажите о событии, я не хочу. Понятно, я забыл уже. Genshin Impact. Алекс, пожалуйста, посмотри, постарайся. Канал называется Польза.нет основной. Это 3-й мой канал. То есть это лайв, который мне не жалко. Поэтому я здесь могу многочасовые стримы вести. Вот. То есть это экспериментальный лайв-канал. Так, карнавал кланов, понятно, центр событий уже идет. Вот в путь. Начать. Не знаю, чего я делаю. Но что-то я должен сделать, чтобы там выиграть. Нет, это не Геншин, это Диабло. О, вот здесь вот дичь. Прям вообще нормальная. Притом полное исцеление. Окей. Это вот странное. Стрела. О, это вот дичь. Здесь 100% будет опыт. Там его будет много. Вихрь. Мне эти нужны.
которые выползают из земли штуки. Помните? Морозный луч. Все, не будет их. Да, наверное. Гидра, которая. Гидра тема, остальное такое себе. Так. И вот так. Ну, вихрь. Так, исцеление здесь. Опа. Надо исцеление взять. Радиус действия стрел. Метод выстрела. Потока. Урон. Морозильный луч. Урон от заморозки, опять же. Это для боссов больше. О, все. Мне нужно найти жизни. Есть. Ух ты, ёшки. Почти убил. Все, проиграл. 3 часа с запуска игры, да. Выйти. Еще раз плохо. Дедушка Мороз, на все были. Замена. Без гидры вот игра ни о чем, конечно. Нужна гидра. Скелеты тоже тема. Особенно в начале. Плюс 2 скелета. Еще плюс 50 им сил. Так. Толпа монстров, это интересно. Это очень плохо, что нету по... Во, гидра все есть. Будем играть.
Гидра есть, можно рубиться. А, никак. Наград нет. Это режим подземелья, это режим там этот особый, я не помню, как его называют. В общем, такое себе выбирать этих. Три стрелы. Морозный луч. Вначале вообще тема. Кровавый взрыв тоже тема. Супербоссов. Так, гидра. Все. Теперь главное прокачать гидру и все. И еще найти жизни. Окей. Здесь по карте можно алтарь исцеления найти, нет? Так. Тихо, 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 тихо. Гидра плюс 2 лунных шара. Исцеление. Так. А, все. Короче, никак. Игра называется Диабло. Кто не понял. Чтобы запретить повтор, что временно недоступно. Так, а что там еще интересного есть из игр, события? Карнавал кинжалов. Отправить заявку. Завершите 10 матчей. А. Можно завершить 10 матчей. А можно еще раз типа здесь пройтись? Стоит ли покупать Poco X6 Pro? Только вам решить можно. Стоит ли вам покупать Poco X6 Pro? Так, лучше по углам. Вихрь. На начальном этапе самая тема это вихрь. Так. Так, стреляющих.
О! Скелетов. Магический поток. Скелетов. Скелетов еще больше. Еще скелетов больше. Проводник. Морозный луч и потом скелета. Угу. Исцеление здесь. Так, ну вот что-то с этим не могу даже справиться. Урон скелетов увеличен на 50%. Так. Туго. Туго идет. Появился босс. Плохо. Повелитель скелетов. Так. Не-не-не-не-не-не, в жизни. В жизни это ценно. Штука с исцелением здесь. Так. Ищем следующий омут. Исцеляторный. Вот он. Рядом с омутом исцеления легко рубиться. Следующий омут. О! Раз, два, три, четыре. Первый бонус. Старенький как будто. iPhone 13, да. Не новый вообще. Но что есть, как говорится.
Святилище проводник. На крови. Вон смерти. Вот исцеление главное. Здесь остальное все мелочи жизни. Вихрь и луч побольше. Так, это один омут. А там есть еще один. Так, как-то недовольно эпичненькие. Думал, он послабже будет. Так, давайте будем честны. Что мне надо это омут исцеления здесь. Ёшки. М, 80, 70, 60. 50. 40. 30. 20. 20. 13. 12. 10. 6. 5. Есть. Вихрь. Ничего ж себе, это опыт какой-то особый, желтые эти штуки. Так, морозный луч. Магия цифра. Чем выше цифра, тем больше, да? Тем проще набрать.
700. Умений. Морозный луч. Еще 2 луча. Угу. Поток. Да, я так еще не апался на максимум. Макс, Макс, Макс. Макс. Все. Снаряга. Вихрь. Еще от огня урон наносит. Вот это не максимальная еще штука. Сфера умений. Макс. Максимальный поток. Святилище. О! 120, 60, 30, 20. Телепорт. Продолжить. По разряду все норм. Сейчас. Не отвлекаюсь, сори. Мне надо одного босса снять. Оживление и все. Опа. Все, меня завалили. Одним выстрелом, по сути.
Не-не. Достижение, забрать все. Чего-то я не сделал, в общем, но... Ладно. Звука у меня нет. У меня не было звука, потому что я ничего не говорил. Потому что я зарубался там. Видите, усиленные дурманы, ногти, еще что-то, шлемы. Всего чего накидали мне. Бэтком Алекс. Привет всем. Я, кстати, да, забыл включить музыку. Музыку. Секунд. Не понимаю, почему он не заряжается. Так. Распознать. Не, наверное, завтра я не смогу все-таки стрим вести. Как-то тяжко. Будет. И для вас тоже. С другой стороны, какой-нибудь там Honor гонять почему нет? Надеть, перенести. Перенести. Все вроде. Фуловый теперь. Здесь этот разбиральщик. Разобрать. Улучшить. Так, что я там до 10 уровня не улучшил? Штаны. Добавил характеристику, видите? Теперь можно эти. Вот эти я не понимаю, в чем прикол. Типа... Все. Теперь я не могу ничего. Теперь мне можно... Портал дерзания. Теперь ты веришь, что нет эндгейма? Ты имеешь в виду, что нет как таковой... Без доната, ты говоришь, невозможно эндгейм сделать. Принять. Войти. Я помню эту штуку. Вообще тема злая. Ты имеешь в виду, что без остановки можно играть и апаться или как? Я помню, в прошлый раз он мне говорил, у меня слишком слабый герой для этого уровня. Ну, я по линейке пошел, видишь, линейка бесконечная, конечно. Я так понимаю, линейка реально бесконечная, Бэтком Алекс. А зачем донат? Я не совсем понял. То есть ты играешь и играешь? Нет? Я не понял твое заключение по поводу... Ты говорил, что невозможно без доната. Почему? Ну, вот тот рандом точно можно пройти просто тупо, если тебе повезет с характеристиками. Либо гидры, либо эти лучи. И все. Ну да, я в уровне 3 так могу пройти сейчас. Мне кажется, он мне не скажет, что в следующем уровне у меня слишком слабый герой. Хотя герой был на максималке, видишь? То есть прокачал что-то там, и все. Можно играть. Но тоже не с 2 ударов. То есть как бы, говорю, максимум еще уровня 3. Страж уже здесь. Даже с донатом тяжко. Да он нет, он идет, ты просто играй в него. У меня нет сложности по прохождению. Просто он бесконечный. Вопрос-то не в этом.
Но опять же, сколько я в него играю? Очень долго. То есть, поэтому, может быть, мне и доната не надо. Я не знаю, в чем, для чего здесь донат нужен. Вот формулирую так. Еще разок. Подожди, мы на 33-м были. Теперь 34-й. Я уже замерз вообще. Думаю, почему у меня горло болит? У меня кондишн на 18. Как работал, так и работает. Так, 29% у нас осталось еще заряда. Еще. Еще просто море заряда. Когда весь день играешь в Диабло, да? Для себя это еще неплохо, когда на 13-й день отправляют. Это еще вообще прям жир. Сейчас вообще какая-то непонятная солихая тема. Главное, что отправляют. Вот одно могу сказать. Потому что все эти переводы за рубеж стали намного проблематичнее. В больших объемах. Все будет хорошо. Рано или поздно заканчивается все. Вся дичь. Если историю посмотреть, не было вещей, которые... Даже Столетняя война это закончилась. А уж санкции точно рано или поздно кончатся. И будет кошерный Android, да? Так а кто говорит, что Google разделят на 5, на 5 этих? Простая, пустая, но я говорю, я вот могу в подобное играть. Плюс ты можешь параллельно что-то делать, читать что-то, не знаю, общаться. Она много мозгов не забирает. И очень интересно, как в сравнении все-таки одинаково. Ты, допустим, покупаешь девайс, думаешь, о, он там 80 тысяч, а этот 20. Что, он хуже работает, чем Samsung вчерашний? Нет. Вообще нет. Samsung еще в последний час у нас приказал долго жить с яркостью, напоминаю. То есть для каких-то задач некоторые смартфоны лучше, некоторые хуже. О, эпок. Ждем. Есть. Да, не 10 миллионов в жизни. Когда же он сядет? Еще минимум час, когда... Минимум еще час, а он уже 3 часа рубится. Я думаю, 5 часов он экрана нам будет. Не экрана, а игры. 5 часов будет. Вопрос, когда я, да, кстати, сейчас уткнусь в уровень, который я не могу пройти. Потому что я уже, получается, прогнал его как-то. На 40-м, наверное. Когда же... Вы думаете, я не думаю, когда он сядет наконец? Хочу кофе, хочу есть. Еще дел хватает. Обзор надо выгрузить. Но пока просто заряжен, знаете, вот 3 теста, допустим. И опять же, у меня же будут они прожарки тоже. Вот стоит ли на прожарку тратить столько часов, это вопрос. На новинку точно да. Даже может быть больше. То есть там 3 антутовских теста, показать спеки, разрядить игрой, полностью зарядить,
Ну, там играми, наверное, другими надо все-таки побыстрее, чтобы было каким-нибудь Геной. Но в Гену я не хочу играть, видишь, вот тоже. Смысл играть то, во что ты не хочешь, тем более столько часов. Надо подумать. Почему следующая прожарка будет Java? Потому что Honor будет. Можно попроще сделать Huawei. Просто вгрызаюсь в карту. Может быть, да, в ВК выкладывать обзоры, но только не на смартфоны, как вариант. Говорю, это все такая заморочка. Да, проще. Просто YouTube и все. Вячеслав Т, надеюсь, что... Ну да, кому-то на фоне просто, как чувак постоянно 5 часов тыкает в экран нон-стопом. Еще что-то где-то читает. Еще где-то как-то болтает. Кофе надо налить. Все, 3 уровня пройду. Вот в этих. И сделаю кофе себе. Просто сносим здесь всех. Вот она, что делает экипировка прокачанная. И какие-то там штуки. Вроде был максимальный левел, а ни о чем по сравнению с тем, как сейчас бегаю. Этот левел был. Я прожариваю только то, что у меня на руках. 15-й iPhone я не буду покупать, чтобы прожаривать его таким образом. Никак. Вообще. Не вариант, к сожалению. У меня и времени столько нет. У меня вот сейчас есть время. Я прогоню 3 смартфона, которые, по моему мнению, самые лучшие. Опять же, от вас зависит, буду я гонять или нет. Сейчас люди уже устали от однообразной штуки, от этой вот долбежки. О, Света, ты в интернете? Ща. Говорю, 3 уровня. Вот этот и еще 2 пройду. И пойду набью себе кофе. Если, кстати, я пройду 3 уровня, смотрите как. Пусть жизни мало, но... Так, где тип? Разбиратель. А разбирателя что, нету? Ну ладно. Не в этот раз. Периодически. Выходной, надо кайфовать с детьми. Последние летние деньки. Еще недельки 3 и все. И осень начнется. Так, ну и чего тут? Мощно у меня заряжено. Мини оставим на босса. Да, тут столько всякой лабутени. То есть ты прокачиваешь камни, прокачиваешь
экипировку, прокачиваешь этого типа, который с тобой бегает. А, Вообще, уровней прокачки вот этой вот всей штуки просто бешеное количество. Прокачиваешь умения, которые одни другие исключают. Очень странная тема, но... Ну, смотрите, уже не вырубаются прям за одним ударом. Не, ну 2 уровня еще спокойно пройдут. Но опять же, пока он не пишет, что слишком сильные для меня. То есть, как только пишет, что слишком сильные для меня. СМ, спасибо на добром слове. Напоминаю, что это останется как штука, которая показывает, насколько автономно это устройство в данных условиях. И в тех же условиях можно погонять другие устройства. Вообще, вот видите, автономности всего хватает. 5 часов игры, 5 часов игры, 5. Это игра. Понятно по Wi-Fi, но это 5 часов игры. Это прям нереальное количество. И когда говорят, автономность не очень, ну а что ты с ним должен делать, чтобы у него... Сколько он должен выживать? 12 часов? Типы. Вгрызаясь в прогресс. Пообедал за меня. Спасибо большое. Я за вас покатаюсь на байке и потусуюсь сегодня, хорошо? А вы за меня обедаете. Еда, кстати, не особо моя слабость. Я говорю, я иногда в очень тяжелые дни могу 2 дня, 3 дня есть. И такой, о, я не ел. То есть даже без перекусов. Ужас. Ужас. Если ужас, то ужас, конечно. Все. Да, даже урон какой-то дал. Вот эти вот типы маленькие, они вообще по урону очень противные во всех картах. Вот смотрите. Покалечил даже чуть-чуть. А жизни ни из кого не выпадают, хочу отметить. А вот. Только начал ныть, что жизни нету. Стражник. А где опыт? А опыт исчез, как только они дали мне этого типа. Ну что это такое? 200. 100. Когда карта тяжелая, все время босс вообще какая-то лабутень мелкая. Быстро. И все. И босса нет. Как у кого день прошел? А, у кого прошел? Это у меня он прошел. Это у меня 7 вечера. У вас-то нормальное время еще. Большинства. 24. Он вообще не разряжается. Он вообще не разряжается. Или время просто так. С людьми пойдешь рубиться? С какими? Какая мне разница, самому рубиться или с кем-то? Объясните мне. То есть, если никакой там дичи человек не будет в чате писать, то мне без разницы, с кем я рублюсь. Опять же, будет писать, я потом на стриме вырежу. Скорость. Я сказал скорость. С детьми погулял, эта штука еще не разрядилась. Нет, никак. Вообще какая-то неразряжаемая штука. Еще яркость не сбросила, по-моему, по ощущениям.
Очень противная штука. Ничего, СМ, с такими ценами просто не покупайте смартфоны. То есть это не просто дичь, это грабеж. Стопроцентный. Ничего не лучше. Все, за такие цены все просто днище. В каком вы мире живете? Почему вы не можете купить на Авито S24 Ultra за 85? Новый. Новый. Там же магазинов море. Окей, не хотите вы там на Али покупать Poco F6 за 36? Какие цены вообще? Откуда такие цифры? Страшные просто. Ну и что, еще один? Да в каких магазинах цены капец? Окей, вы забываете про то, что есть Алиэкспресс, про то, что там есть Озон, ВБ, еще что-то. Вы вот просто Но вы открываете Авито, там много серовозов, серых магазинов. В чем проблема там купить? Или у вас упорно есть желание подарить кому-то лишние 50 штук при покупке S24 Ultra? Но это вы тогда на другой канал пришли. В рассрочку есть на Али. На Али есть рассрочка. С чего нету? Ну, на данный момент пока все норм. В этой конкретно задаче. Вы вот такие вопросы ставите, после которых я обычно человека баню. Я для чего делаю тест? Для того, чтобы люди сделали выводы. Если вас интересует мой вывод, то на данный момент, да, все круто. Делать вывод о всем МТК по одному тесту на одном из смартфонов, у которого датчик приближения такой, что иногда некоторым хочется его разбить, я не буду. Страх попасть на деньги на Алиэкспрессе? Хорошо, так к чему вы это все? Вы мне сказали цены, за которые я ни один из этих смартфонов в жизни бы не купил, потому что они ровно в 2 раза выше, чем то, за какие деньги я покупаю эти смарты. Все. То есть я считаю, что вы безумно богатый человек, можете пойти и купить. Какая разница, где рассрочка? Я, может, что-то перестал понимать? То есть, купив за 130 тысяч смартфон, который стоит 80, это вы не автоматически попадаете на 50 тысяч. Я правильно понимаю вашу математику? Типа, заплати дороже для того, чтобы не попасть на деньги. Подари 50 тысяч сразу, сходу, чтобы не попасть на деньги. Это сильный аргумент.
Я не думаю, что я когда-то смогу вас понять. Я очень далек от такого подхода. Я не настолько богат, чтобы переплачивать за смарт Полтос сразу, сходу. Ультра хороший смартфон за 80 тысяч. За 130 нет. О, отрубился. Очередной. Сейчас еще раз аккумулятор поменяю. Подождите. Очередной аккумулятор идет на замену. Теперь у нас эти аккумуляторы заменяются, да? На этом смартфоне. На этом смартфоне. На этом... В общем, я понял, что мне надо делать для того, чтобы у меня не отрубалась камера. Надо еще один купить. СП. Так, а почему? А, все правильно. Трансляция не зависает. Где трансляция зависает? У кого? Просто отрубилась камера временно. Такое тоже бывает. Сейчас пройду этот уровень, потом пойду себе кофе сделаю. Мне надо 2 минуты. И потом где-то через полчаса напомните мне, чтобы я включил счетчик FPS. Напоминаю настройки, на которых я играю. Графика 60, высокие, высоко. И напоминаю, что яркость у экрана у нас, скорее всего, 570 люксов. 600. Вообще жир. Очень круто. Очень. Менее еще не готово. Быстро такой раскидал его. Я так понимаю, вот на этих уровнях надо какое-то количество типов завалить, а не полностью его пройти. И тогда появляется босс. Я правильно понимаю? А то не придет и не смог доказать. А покупать тогда тоже стрёмно на Али. Так тебе как возврат так делают, так и так делают. Я не понял все равно логику. Ну хорошо. Рассрочка есть просто в безумном количестве интернет-магазинов, в котором доставка из России и ценник не такой, как вы указали. Так, 200. Выкинул меня. 100. 50 и 0. Все. Пора мне ставить кофе. Ей. И пока ставлю кофе, он может добежать до этого. До распознавателя. По-любому распознавать надо что-то. О, ничего не надо распознавать, прикиньте. А, нет, надо. Вон один. Ха. 5 секунд. О. Не вставал 3 часа. Просто. 8 в нуле. Ждите 2 минуты.
Я все еще на связи. Так, тапок, на мой взгляд, так. Вообще не стоит не покупать никогда смартфоны в кредит. Мое мнение. Покупайте то, на что хватает денег. А не вот это вот 50 тысяч кредит, 100 тысяч. Вы прикиньте, сколько вы еще переплатите. И как она подешевеет за время, за какое-то. Ты крепкий орешек. Да нет, я просто древний орешек. Древний орешек, спасибо. Не покупайте ничего ни в кредит, ни в рассрочку. Копите, если не хватает денег, значит это вам не надо. Зачем вам супер смартфон? Купите Poco X6, вот. Не этот даже, Poco X6 Pro, этот. Poco X6 на распродажах сколько? 17? Что вам надо от смартфона? Показать, что у вас есть много денег? Изготовление комплектов. А что ты можешь с комплектами-то сделать? Еда. Так, раз, два. В чем прикол комплекта? Не хочу я ничего. Пока. Так. Надеть. Принести. Все. Теперь услуги. Разобрать. О, стоп, а это что такое? Что это за остатки демонов? Ну-ка. Осталось меньше 20%. Ей. Где тут декоративные, не декоративные предметы, а там какой-то остаток демона был. Где он? Что это такое? Использовать. 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 А, ничего себе, у нас же было столько всяких вещей. А зачем нужны ключи претендента? Так. Стоп. Мне надо сначала вот разобраться, что мне с тем, что у меня в этой штуке. Так. Сначала надо распознавателя послать. Угу. Poco F6 или Poco X6 5 Pro? Лучше Poco F6, но он не настолько лучше, я бы сказал. О, не шутя. Надеть. Перенести. Надеть. Перенести. Вообще такие же получаются. Ну и ладно. То есть чем-то они лучше. Вообще все вещи одноразовые. У всех есть период жизни. И здания тоже, даже пирамиды разрушаются постепенно. Вот. К сожалению. Что почему он не разбирает эти? Что вот это такое? Адском реквиенарии. Что такое вообще? Очищение. Все равно не понимаю, почему он не может разобрать их. А, потому что, наверное, надо к этому типу сбегать. Вот к этому.
Адский реквинарий в меню, где умения. Массовое извлечение. Адский чего-то там. В каком меню? Адский. Совершенствование, фамильяра. О, рекви чего-то там. Переключить. А, типа я не могу сюда вставить ничего нового. А этот что? На 9 уровне. А как мне его прокачивать? Уровень 3. Хм. Ну ладно. 4 часа ровно с начала игры. Да, круть. Разобрать. Что делать, как говорится. Так, и вот эта вот штука что-то мне показывала еще. Воскрешение доступно 2. О, использовать эссенцию душ. Слияние. Не знаю, что это будет. Продолжить слияние. А, ну все. Левел 30 максимальный, да? Ну вот. Улучшить предмет. Все. Магазин. Услуги. Раз, два. С этими распознаваниями можно постоянно сидеть, только распознавать и читать про всю эту бутень. Так, вот уже начинает подлипать. Получить. Проклятие выжившего 10 матчей. Давайте. 4 часа, не знаю, Александр, а для вас? Я повторяюсь, у меня единичка. И видите, я даже сейчас не надел очки. То есть, у меня все норм. Но уже надо водичку пить. Как можно завершить игру в бесконечном режиме? Ладно. М. 95% зависит везение в начале. От результата. Это такие моменты.
Гидра. Ливень возмездия. Гидра. Гидра это альтернатива этих скелетов. Но скелеты... Во, и скелеты тоже есть. И луч еще надо. А луч я теперь уже не возьму, да? Я правильно понимаю? Вот это вот плохо. То есть надо было с луч брать, а не скелетов. Ёшки, все. Мне хана. А, нет. Может, еще успею. Ну, скорее всего, хана. Плюс 2 скелета, потом гидра. Ладно. Жизнь я там видел, так что до них надо добежать. До них просто надо добежать. Есть. Так. Так, все, босс. Все. Вот расщепление нашел и все. Как говорится, все зависит от... Так, исцеление здесь. Запомнили. Гидр надо максимум качать. Это пассивный урон. И скелетов. Гидр на максимум потом. Макс. Ну, так. Два лунута исцеления и святилище проводник. Все. Теперь больше скелетов. О,
Тихо. Святилище расщепления. Так. Успеть, 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 успеть. И еще один. Нет, не успею один еще. И повелитель скелетов. Все. Появился босс. Так. Смотри за сокровищами. Вот это босс? Нет, это не босс. Просто тип какой-то. Со снарягой. 50. Сорок. Вот ёшки. Досмотрелся. Засмотрелся. У китайцев плохой IPS. Да, но у китайцев уже нет практически ни у кого IPS. Да, вот это облом. С самого начала ступил. Может, с гидрами повезет опять. Есть. Еще и две. Зашибись. Два огненных шара. Урон увеличен на 50% у гидр. Констатирую факты такие, да? Все, скелетики пошли. Уже теперь будет чем им заниматься. Так. Плюс 2 скелета. Теперь надо жизни найти. Да, все есть. Теперь можно собрать то, что набрала гидра. О, это я не знаю, что такое. Ну, точно что-то модное. Еще луча не хватает, и будет вообще полный фарш. То, что я вначале был неудачником. Компенсируется. Ладно, вихрь лучше. Так, ладно. Так, святилище исцеления есть. Все. Проводник. Вот эта вот толпа монстров. Очень даже хорошо сейчас.
Так, это исцеление. А где у нас? Только проводник, что ли? Ну ладно. Окей. Мост исцеления берем. Проводник берем. И бежим. И расщепление. Во, все. Гидра. Ну, расщепление, я думаю, не успею. До этого. Может, успею. Не успел. Ладно. О, 10 расщеплений. Гидра. Еще один тип. Снаряга. Здесь, я так понимаю, надо было, вот когда он мне предлагал в прошлый раз закончить игру, и тогда бы было все в огне. Так, стоп. Ищи проводник. О. Сундук сокровища. Так. Все, типок какой-то. И... Пардон, я сейчас занят чуть-чуть. Отвечу. Очень хочется эту штуку пройти. Ёшки. Гидра. Еще и молнии пусть лупят. Так, надо убегать. Извиняться, убегать и собирать все, что есть. Ну, сколько здесь у нас? Так, надо убегать от него. Это 100%. Что мне нужно жизни. Жизни я здесь не вижу. Опыт тоже. Все. О! Везде, где бы мы ни бегали, валяется опыт. В том или ином количестве. Надо добивать до следующих левелов. Или искать вот этот проводник. Что еще там есть? Во. Святилище проводник тоже норм. Вот исцеление сразу.
Половинку жизни сняли, до омута исцеления добежали. О, расщепление надо. И все. Тут недалеко добежать до него. 80. 0. Снаряга. Так, а я, получается, еще не победил, да? Почему секундомер на 20 секундах остановился? Ну ладно. Восстановление уменьшается на каждую секунду за каждого убитого монстра. На 700 в прошлый раз, по-моему, 1000 было. Еще одна сфера. То есть вот эти вот стрелы, они еще круче получаются, смотрите. Еще какие-то просто безумные. И просто встать, по боссу уже завалили. Снаряга. Так, время действия еще на 50. И очень странно, почему я технически еще не победил. Но де-факто я не победил. Но уже желтые вот эти вот сферы есть по опыту. Максимальный опыт, по-моему. Святилище исцеления. Сфера умений. Минус расщепление. Вот оно. И где она? Есть. Омут. Исцеление. Проводник. Все. Выйти. А почему он не оценивает меня как победу? Это Диабло. Да. Ничего не сломалось. У него нормальный экран для телефона по цене обеда в ресторане. Все
Всем привет, не забываем прожать лайк. Осталось 10% заряда. И сколько у меня, кстати? Надо еще раз эту штуку пройти. Получить 10 матчей отыграли. Можно еще 5 отыграть, и тогда будет бонус какой-то. Давайте. Наверное, надо победить в нем в этом матче, нет? Я уже даже забыл, что я кофе сделал. Войти. По лайкам уже победил Samsung. Ну, давайте откровенно, еще когда мы делали Sam's, мы были не уверены, что и как будет. Опа. Это я не понял. Подтвердить. Мне какая-то вот эта вот тема с замедлением непонятная. Тихо. Нет, не то. Выход. Когда ты еле ползешь. Замена. Все. Вот, все бегло. Главное быстро, максимально набрать опыта. О, сундуки. Меньше 10% осталось. Главное теперь не загоняться на серьезных типах. Что опыта они не дают больше. О! Это я оступил, конечно, ладно. С расщеплением. Ладно. Надо было до босса дождаться. Нечаянно взял. Ладно, зато гидро бодрячком. Гидро Макс. В самом начале, чтобы Гидро Макс была, вообще нереально, по-моему, сделать. Но у меня получилось. А, там 2 заблокированных, смотрите. Их надо разблочить, получается. О, подлагивание было. Первое подлагивание за 4 часа. Почти за 5. Конечно, сильно. Я не понял, а почему у меня нету остальных этих разблокированных штук. Ну ладно. Где-то уровень такой просто. Появился босс. Ясно. Снижение. Понятно. Святилище расщепления. Вот все.
для первого босса. Сердце бури. Касание смерти. Почему не понимаю, почему у меня заблокировано все. Конечно, зашибись. Но не особо зашибись. Сейчас у меня окажется, что я типа максимум опыта набрал и дальше что? И все, это максимум. Что дальше? Допустим, если сфера умения это максимум, и если ты догнал до максимума умения, то что он будет делать? Да. Ну, в топку. Награда за улучшение. Хорошо. Я вообще не понимаю все равно, что происходит. Босс появился, зашибись. Так, исцеление здесь. Ну, пусть кидры с ним разбираются. Я к нему подходить не буду. Северный металлолом 8 штук и чего? Ладно. Короче, я, получается, бегаю с максимально 3 прокачанными штуками, но не могу апнуть остальные штуки, не понимаю почему. И за это мне дают какие-то бонусы, за то, что я их не апаю. Не понимаю, то ли металлолом мне дают, то ли черт его знает, что мне дают. Что-то мне дают.
Мгм. Так, а чего тут? Снаряга какая-то. О, босс какой-то, мини-босс. Появился мини-босс. Так, интересно, откуда это стреляется? Так, расщепление здесь. Все, босс тут. Босс, привет. Все. Все. Так. Алекс, у меня до отвала 4 месяца показывал на белом иконка от шорца. Я говорю, что я от отвала выгорания. О, заруб, заруб. 5 секунд. Сейчас я кое-что сделаю. Я думаю, вам понравится. То есть яркость он у нас не сбросил. Смотрим 600 люксов. Как было, так и осталось. Расширенные настройки для разрабов. И я думаю, вы не против. Потребление энергии. Старт. Чтобы нам было понятно, сколько он нам чего показывает. То есть 60 FPS он нам показывает. Видите? Может быть, я где-то что-то не прав, напишите мне. О, 8 умений, зашибись. Лучше, чем воскрешение. Так, вихрь. Ливень возмездия. Морозный луч. О, вот это вот прелестная штука. Пусть одиночно, но и вот этот вот обстрел тоже норм. Все, наконец-то.
Понятно, что это не так весело, как Гидра. А, смотрите, как меня быстро завалили. Ха, победа. А почему он пишет победа? Ну, смотрим, будут фризы или нет. Опять. Опять я сразу достал эту штуку. Угу. Ну что, 5 часов разменяем ваши ставки, господа? Ну, пока тащит прям капитально. Пока. Во, вот эта тема. Еще раз. Еще раз. Вихрь. О, ничего ж себе их тут. Так, здесь урон. Здесь этих и плюс потом 50%. Дальность. Урон на 50. В толпу, в толпу, в толпу, в толпу. И есть. Не, он редко как-то стреляет. Хм. Но вообще все ведет к тому, что он 5 часов отработает так у нас. Так. Так. Святилище исцеления. Потом расщепление можно играть. Можно воевать с боссом. Ну, вообще какой-то норм оказался. Вроде увеличено 15%. Вот это... Заморозки. То есть пока даже вот в этом
печальном мирке, где у нас 3% заряда, смарт тащит. Лютейшим образом тащит. Так. Где орда монстров? Где обещанная орда? Или она все еще приближается? Так, исцеление здесь, исцеление там, окей. Проводник тоже норм. Проводник здесь. О, вихрь. Вихрь. Каждое пятое убийство что-то там увеличивает. Ёшки. Так. Давайте вот этот урон увеличим. Этот урон. Это по-любому апается потихоньку. Вихрь. Появился босс. Зашибись, наконец-то. Так, раз, два, три. 3 исцеления. Не-не-не. Ты тебя и так завалят и без меня. Благо. Так, вот здесь вот. Раз, два, три, 4, 5. Забран. Главное, близко не подходите, я это уже понял. Потихонечку все их победят. Вот. И расщепление. Окей. 1 на 1. Так. Вихрь. Макс. Орбит Соня.
Так. Просто сбор такой жизни. О, сундук. Ничего ж себе, такой маленький босс. Не слабый. Непонятно, что я взял, но... Ну, что-то взял. Осталось одно улучшение одной штуки, и все. Это основная, кстати. Улучшение основной штуки, которую я никак не улучшал. Так, тихо. Главное с жизнями сейчас не переиграться. Он сейчас начнет стрелять. Может меня одной штукой завалить. Продолжать. Тем более у нас остался 1%, как не продолжить. Интересно, а что мне... О, ёшки, мне надо бегать. Я смогу улучшать здесь еще или нет? Или он не идет улучшение? А, еще есть. Куда улучшать? Понятно. 30 секунд. Выжить 30 секунд. О, касание смерти. Все. Теперь я фуловый. Если я улучшаю еще один раз, ну-ка. Все. 5 часов. 5 часов мы смогли. Ах, как хорошо-то, да? Признавайтесь, у кого получилось 5 часов полностью? Колитесь. Проверьте, пожалуйста, вышло ровно 5 часов или чуть-чуть меньше получилось? Мы вроде начали в 0.4, нет? Сколько всего вышло? Минус 4 минуты от сегодняшнего стрима. Не понимаю. Помощники. Чуть меньше 5 часов. А точно.
Нет, мы начали неровно. Это стрим начался в 11:05, да? По-моему, в 11:05. Ну, почти 5. Притом яркость он не сбрасывал. Маньяк. Да, 5 часов в игре. Считай 5. Ну, можно округлить. Но еще и на какой яркости, повторяюсь. На какой яркости. Так что я могу сказать? Смарт молодец. Кто смотрел, молодец. Спасибо за поддержку контента. Надеюсь на ваш лайк, комментарий, чтобы я это продолжил, потому что, повторяю, что этот формат я могу прожарку просто делать, но в формате вот в таком. И все. У меня получилось последние 5 минут. Самые важные. Опоссум. Как всегда, самые важные. Всем великолепного дня. У меня день прошел. Все. День прошел. 20 часов 1 минута. Да, 54 минуты. Ну, опять же, надо не округлять. 54. Ну, давай откровенно, я на максималках улучшалки там не ставил. 0, Никита, остаток заряда. 0. Я же говорю, в 0. Мы разрядили с вами в 0. Спасибо всем, кто был в онлайне. Намного приятнее, чем когда 10 человек, 100 человек. Да какой отдыхай? Я пошел делать... Я пошел делать обзор. Всем отличного вечера. И, может быть, завтра Honor 200 погоняем. Может, послезавтра. А может быть, уже IQ 9S Pro. Да. Ну, я говорю, я, может быть, и в PUBG поиграю. Всем великолепного вечера. Девайсу. Уже 1000 раз говорил, да. Вот это топ до 20 тысяч. Так он может. 4 часа 54 минуты без сброса яркости. Ну, сброс 570 люксов и все. И даже последние проценты на максимальной герцовке. Наверное, завтра, да, я не смогу играть. Меня уже клинит за 2 дня. 10 часов игры в Диабло. Давайте скажу всем до свидания. Константин, Мутабор, Рамзес, Никита, Владимир, Димасик, Мистер, Андрей. Надо, кстати, сейчас вам показать, как до 32 FPS Pixel 8a яркость сбросил. Повторяюсь, девайсу от меня, да? Тапок, Света. Кто-нибудь еще мне скажет до свидания? После 5 часов этого дела. Эвелиан, вот, еще был здесь. Орбит. Бородатый. Алекс. Отдых — это смена деятельности, как говорится. Поун, Опоссум. Всем добра, великолепного продолжения выходного и вечера. Может, завтра увидимся. Завтра увидимся точно, но вопрос в какой форме. Помним, что 11 числа, это через 3 дня, у нас распродажа на Али. Андрей, это звучало как «береги себя», как типа «смотри, глаза на затылке». Всем добра.